Приветствую всех, кто смотрит этот видеоролик. И я начинаю традиционный отказ от еды и от воды. Они проходят ежегодно. И в этом году, как раз завтра начинается Великий пост, сегодня 13 марта. Завтра начинается Великий пост. Я, как правило, всегда начинаю сухое длительное голодание или отказ от еды и от воды. С 1 числа я отказался от еды, пил только воду. 2 недели провел на водичке. Сделал сначала чисточку по Роксолану. И сделал сегодня как раз чистку по Роксолану. И завтра войду в сухой отказ от еды с чистой совестью, с чистым кишечником, в позитиве, с хорошим настроением. Сегодня как раз прощенное воскресенье. Так что если кто-то на меня обиделся, я прошу у всех прощения. И на душе сразу становится очень хорошо и легко. Так же, как сейчас хорошо и легко в этой проруби. Как-то у меня был видеоотчет о 16 днях без воды. И как раз выход у меня был вот такой же в проруби. Я 10 минут сидел и отмокал. Это у меня был начало выхода. А сейчас я решил сделать такой же, в общем-то, вход в сухой. То есть я сегодня поотмокаю в проруби. Напьюсь вдоволь водички. Вот, и начну, собственно говоря, с завтрашнего дня сухой отказ от воды. Насколько длительный он будет, я не знаю. Были у меня длительные, из самых длительных 16 дней, 21. В прошлом году было 23 дня. Обо всем есть видеодневники, видеоотчеты. Их можно найти на YouTube. У меня на странице висит. В нашей группе «Красота внутренней тишины». ВКонтакте, наверное, да? ВКонтакте, да. Но на YouTube тоже есть. Вот. Я постараюсь делать их не очень длительные, поскольку, если будет больше 23 дней, и каждый день даже снимать по 5 минут, то, конечно, это будет около 2 часов, это будет утомительно. Для вас прежде всего. Поэтому я постараюсь сделать их покороче. Может быть, я буду их делать раз в 3, в 5 дней, раз в неделю. Буду рассказывать о своем самочувствии, о том, как я все это переживаю. Самое важное, это то, что предшествует сухому голоду, это процесс очищения. И самое главное, конечно, выход, когда ты выходишь, чтобы не сорваться, чтобы не навредить. Поскольку у меня опыт большой, это у меня уже отработан, но это я просто говорю для вас, для тех, кто, если начнет заниматься подобными действиями. Сам процесс, чем он более проходит в позитивном состоянии, в состоянии принятия. Вот как я принимаю эту воду и сижу в ней спокойно. Абсолютно, я даже о ней, в общем-то, не думаю. Я сейчас общаюсь с вами, разговариваю, тело сидит в воде. Также и когда происходит сухой отказ от воды, никакого беспокойства. Я просто исследую свои состояния, наблюдаю за ними. Конечно, я не перебарщиваю. Так же, как я вот сейчас не перебарщиваю в проруби. Я специально поставил часики, отслеживаю время, они 5-минутные. Всяко больше 10 минут я тут сидеть не буду. Если почувствую себя плохо, конечно, я вылезу. Также и в сухом голоде. Я прежде всего не пытаюсь себе навредить, не пытаюсь убить себя или еще что-то, как многие думают. Я просто исследую этот процесс. И пока он исследуется в позитивном состоянии, я буду продолжать исследование. Как только я почувствую какое-то сильное недомогание, конечно же, я на этом прекращу. Мне просто очень самому интересно, сколько человек может находиться без воды. Вот я в прошлый раз вышел через 23 дня, но я вышел не потому, что я плохо как-то ужасно себя чувствовал. Как-то, может быть, соскучился по воде, может, решил, что пока хватит, что делать как это лучше маленькими шажочками. Вот как раз около 5 минут заканчивается. Сейчас я переверну. Ага. Часики. Водичка, конечно, волшебная. Я очень люблю воду, и люблю и пить воду, но также люблю состояние, когда исследуется. Привет! Заходите! Соседи тоже пришли искупаться, приходят они к нам. Выкупаться. Приходите, спускайтесь.
Что? Все пока. Спускайтесь, спускайтесь, ничего страшного. А уже Элина перестала записывать. Нет, идет. Продолжается. Продолжается? Угу. Ну просто камера садится холодно и батарея садится, но мы специально отключили от адаптера, поскольку звук на камере очень плохой. Спускайтесь, подходите, не стесняйтесь. Вот, я просто рассказываю, делюсь ощущениями, что начинается у меня сухой завтрашнего дня отказ от воды. Вот, и посиживаю в водичке и рассказываю. Вот, но поскольку сегодня день такой насыщающий, я по полной насыщаюсь водой через тело, потом пойду насыщаться водой, пить ее. Можно будет погулять, подышать свежим воздухом, настроиться. Очень важно, конечно, настрой. Ну, вопросы, может быть, у кого-то есть какие-то? Есть вопросы. Марга, что это за крышка такая вот непонятная? Крышка, это поскольку зимой я окунаюсь в прорубь, да, чтобы она не замерзала окончательно, поскольку зимы холодные, были здесь по 30 градусов. Этой крышкой я закрываю прорубь, и там есть резиновая греющая лента, которая не дает замерзать полностью в воде. И можно в любое время прийти, открыть крышечку, окунуться, покупаться, посидеть в проруби, просто погулять, посидеть или в баньке. Тут всегда всю зиму у меня вода есть. Вот все приходят, купаются, радуются. Дети уже. Тоже купаться. Против солнышка. Дай, спустись пониже, я тебя сниму. Мне Пойдешь тоже купаться крышкой. Ну вот, молодцы. Ну, надо уже досидеть тогда до 7 минут. Ой, до 7, до 10. Ну, может, еще какие-то вопросы. Холодно. А? Холодно. Кому? Тебе не холодно? Мне нет. Ну, тело, конечно, фиксирует температуру, да, но опять-таки я не говорю, что мне холодно. Я просто фиксирую, что происходит с телом. Но не ассоциирую это с каким-то названием в виде холода. И поэтому это, в общем-то, абсолютно нормально переживается. Да, хочу рассказать немножко о водичке, что вода здесь просто волшебная. Она чистейшая, по составу практически родниковая. И сидеть, конечно, в ней одно наслаждение, что летом, что зимой. Вот. И места вокруг красивые. Очень озеро чудесное. Да, сегодня солнышко. Солнце на прорубь не попадает. Жалко, солнце на прорубь не попадает. Ну, Красиво было. уже садится, да. Хорошее, но не продолжительное. Сегодня кушок тут плавал как раз. Вот сейчас и плаваю. Плавает? А вон он, Вчера-то большой. Мы вчера его видели, да. Вот с этой стороны видели. А вчера он на ступеньке стоял. Да, он какой-то, да. Не, уже убежал. Кушок убежал. Убежал. Уплыл. Под лед не пробовал нырять? А? Под лед нырять. Под лед? Ну, я так пришел, окунулся. Страшно. А вот сейчас, кстати, тут такая прямо как ручка есть. А глаза открывает? Сейчас узнаем. Слушай, ты окунись Ничего там под льдом. Марга, ты с глазами открытыми? А, уже 10 минут прошло. Открываешь? Влезай. Я с открытыми глазами сидел. Ой. Вот. А подо льдом тоже интересно, когда ныряешь и открываешь глаза там. Лед такой красивый, он так светится. Что, вы хотите, чтобы я уже уходил? Да, пора уже. Ну ладно. Перевыполнил план. Я уже план Сейчас перевыполнил. он заново. Вы, кстати, можете потом ледок брать. Тряпочки.
Ну вот, сходил в баньку, помылся, посидел в проруби, напитался водичкой. И теперь уже осталось сделать еще одно действие. Обычно перед сухим голоданием я как бы традиционно сбриваю всю растительность на лице. Ну и как-то интересно в процессе наблюдать, как и борода отрастает, поскольку в ней довольно-таки много будет. Ну и сложилась уже у меня такая традиция, что каждый раз начинаю я, вхожу с бородой и потом все это сбриваю. Так что завтра уже, когда будет начало сухого отказа от еды и воды, я уже буду без бороды. Так что до завтрашнего дня. Сегодня первый день отказа от еды и от воды. И в процессе всего моего отказа я буду вкратце рассказывать о состоянии тела и, может быть, давать какие-то советы, которые помогут начинающим, ну, кому-то, может быть, для кого-то более опытного будут какие-то, может быть, новые открытия. Ну, немножко расскажу о себе, о своем теле, о его технических характеристиках. Мне 52 года, вес 72 килограмма на сегодняшний день, рост 178. С утра померил давление, было 110/70, а пульс 58 был. Все, что я буду рассказывать, будет касаться в основном сухого голодания, но тем не менее это может быть применимо и к обычному, к влажному, какие-то моменты. Сухое, конечно, оно немножко отличается по переживаниям, по ощущениям. С одной стороны, оно более легкое в том смысле, что не хочется есть, хочется пить, то есть о еде вообще нет никаких разговоров. Больше мыслей о воде. В этом отношении оно легче переживается. Быстрее включается, быстрее чистится организм. Но, тем не менее, иногда бывают переживания в теле довольно-таки сильные. В том смысле, что очень сильная может быть слабость, вялость. Но это уже на таких сроках, наверное, от 5 дней для тех, кто начинает. И, конечно, начать при любом виде отказа от еды, так называемого голодания, надо с очищения. И желательно за 1 неделю отказаться от хлеба, булки, ну, естественно, там, мяса, сыров, молочки. Лучше перейти вообще на сыроедение, на овощи, на фрукты, травка, это очень замечательно. Естественно, отказаться от курения, алкоголя, это просто несовместимо. В процессе голодания также желательно не применять никаких лекарственных средств, таблеток, пользоваться дезодорантами, отдушками, поскольку тело очень впитывает все, что на него попадает. Так как она впитывает и влажность, особенно на сухом, также она может впитывать и ваши дезодоранты, и духи, одеколоны, ну, чем кто пользуется. Естественно, что надо почистить желудочно-кишечный тракт. Для этого очень хорошо сделать или прокшалану, или клизмы. Но это я обо всем там довольно-таки тщательно рассказывал, и есть видеоролики по прокшалане. И второй очистительный момент – это позитивный настрой. То есть вы ожидаете не страданий от этого голодания, а чуда. И, естественно, вы туда идете в таком благостном, очень хорошем состоянии. И тогда весь период пройдет у вас просто на ура. То есть каждый день для вас будет как открытие, как праздник, как исследование себя нового. В этот раз, обычно я, когда провожу свои длительные сухие голодания, я в уединении один, но в этот раз я не один. Снимают меня от Элины. И как раз приехала мама тоже поголодать, почиститься. Она тоже сейчас в первое время будет на сухую. Вчера она тоже сделала чистку, прокшалану. Также окунулась в проруби. Ей 74 года, но тем не менее вот она тоже поддерживает меня, хотя сначала очень сильно переживала за то, что я не ем. Ну, как и все мамы, наверное. Но сейчас присоединяется и видит в этом огромную пользу. Да, еще что касается тела, на YouTube многие спрашивают, что я не очень здорово выгляжу, что у меня мешки под глазами большие.
На что я хочу сказать, что это у меня очень давно. Это у меня где-то с 18 лет, после армии я пришел, у меня, в принципе, были уже такие мешки. То есть они не зависят от того, я ем, не ем, на сухую, на влажную. То есть, ну, они просто есть, я уже с ними смирился, это как фактичность. Уйдут, замечательно, не уйдут, я тоже не расстроюсь. Сегодня 5-й день моего сухого голодания. Вес у меня сейчас составляет 66,7 килограмм. Давление с утра было 117 на 71, пульс 64. В это сухое отказ от воды я не делал никаких исследований в медицинской области. В предыдущие разы я измерял все показатели, делал полный анализ крови, проходил исследования до и после. Вот. Но поскольку практика показала, что ухудшений нету, только улучшения, поэтому на этот раз я не стал делать этих исследований. Ну, еще, может быть, по той причине, что очень не хочется ходить по этим поликлиникам. Я и так в жизни сейчас уже туда не хожу никогда. Вот хожу только, когда сдаю вот эти анализы все. И когда приходишь в эту поликлинику, видишь эти очереди унылых людей, вот у меня такое ощущение, что люди заболевают как раз от посещения вот таких заведений. Поэтому в этот раз я не стал этого делать. И сейчас я немножко хочу рассказать о движении в процессе отказа от воды. Ну, это также касается, в общем-то, и отказов от еды. Надо обратить внимание, что на разный возраст должны быть разные движения. Сюда приезжают люди и накачанные, и спортсмены, но в то же время приезжают и пожилые люди. И, конечно же, от каждого надо ожидать своих движений. Если человек натренирован, спортсмен, конечно, он может и бегать, и подтягиваться, и отжиматься. Но лицам более пожилого возраста уже, конечно, движения более мягкие, но двигаться надо обязательно. И особенно важный момент – вставание утром с постели. Когда вы проснулись, не вскакивайте сразу. Полежали, почувствовали дыхание, себя, поблагодарили сущее за то, что вы вообще проснулись, что у вас еще один день, еще один подарок в виде нового дня, трансформации какой-то, то, что вы можете сделать. Сначала опустите ноги, потом мягко, не через пресс, а помогая себе руками, сядьте. Потому что утром очень важный момент. Тело еще отдыхает, все очень медленно, и вы делаете очень резкое движение. Присели, посидели, тоже сразу не вставайте. Буквально там минутку-две посидите. Почувствуйте свое состояние, пульсацию или еще что-то. И потом опять мягко вставайте, также помогая себе руками. Постойте чуть-чуть. Постояли, почувствовали состояние. Замечательно. И можете переходить к разминке. Разминка очень позитивный момент. Начинаете с шеи, плечевой пояс, руки, кисти, локти, тазобедренные, колени. Все тело надо разрабатывать, подготавливать его к новому дню. Поскольку движение нужно обязательно. Иначе будет застой лимфы, кровь и так густая. И когда вы не двигаетесь, в общем-то, процесс станет болотом. Поэтому движение нужно обязательно. Но опять-таки без резких нагрузок каких-то, без такой силовой динамики, мягкие, плавные движения. Очень хорошие статические какие-то упражнения. Вот та же планка. Встали в планочку, постояли, вроде не двигаетесь. Мышцы все практически сокращены у вас. Лимфа в этот момент очень хорошо двигается, очищается. Используйте это. Ну, замечательные просто прогулки. Кто может, легкие пробежки, без напряжения. То есть пока вы дышите носом, замечательно. Как только чувствуете, что начинаете дышать ртом или сильное сердцебиение, пульсацию, останавливайтесь, переходите на шаг или просто постойте немножко, подышите свежим воздухом, отдохните и опять можете продолжить свою прогулку. Также очень позитивная йога. Если вы занимаетесь йогой, замечательно. Мягкие растягивающие движения тоже без излишних силовых нагрузок. Если есть возможность, чтобы кто-то вам делал массаж, ну это вообще супер, особенно лимфодренажный массаж в сухом голодании, ну и во влажном тоже очень хороший фактор. Марго, а вот скажи, пожалуйста, конкретно ты что делаешь? Я вот
принципе, то, что я вам рассказываю, практически это и делаю. Я очень аккуратно встаю с постели. Вот. Правда, до того, как я встаю, я замеряю давление, потом встаю с постели, делаю комплекс суставной гимнастики, но я, правда, делаю еще, совмещаю движение с дыханием, дыхательную практику делаю. Она тоже очень такой позитивный настрой идет, через дыхание у нас очень много очищения происходит. Встаю, если есть возможность, пробежался, и потом я иду работать. То есть практически целый день у меня проходит. Вот я строю сейчас домик как раз для тех, кто захочет приехать, поне есть, поне пить. Сейчас это все в процессе стройки. И так уж получается, что как-то у меня часто совпадают мои отказы от еды и от воды с такими постройками. То в Будды-холле второй этаж там делал, то вот сейчас активно строим вот этот домик. И, в общем-то, часов где-то с 11 начинается стройка и заканчивается там, часов 6-8, ну, в зависимости, конечно, от состояния. Иногда я делаю какие-то перерывчики. Здесь как раз такая и нагрузка она и есть, то есть надо таскать и доски, и нагибаешься, и разгибаешься, то есть постоянно у тебя тело двигается. И наверх залезть, и вниз опуститься, ступеньки, то есть постоянные движения. Вот. Но я понимаю, что если бы этих движений не было, процесс бы был совершенно другой. То есть сегодня у меня 5-й день сухого отказа, чувствую я себя очень неплохо, все замечательно. Короче, чем я занимаюсь? Колю дрова, ношу воду, строю, веду активный образ жизни. Вот. И можно даже, в принципе, пройти, посмотреть, что здесь происходит. Сейчас идет процесс утепления пола, стен, потолка. Будет второй этаж. Вот, надо поднять каждую досочку, переложить, положить утеплитель, пергамин застелить, следующий слой. То есть все время ты в движении в какой-то динамике. Ну и в динамике, и в статике. То есть мне движения хватает по полной программе. Более того, что вот Элина, которая мне помогает и сейчас находится на питании на сыроедческом, почему-то она устает быстрее, чем я. И требует отдыха пораньше. Я говорю, давай еще поработай. Она говорит, нет, я устал. Ну, я говорю, наверное, очень много кушаешь. Вот. Что еще хотел сказать про момент уединения. Да, с одной стороны, Элина вот мне тут помогает и помогает этим съемкам. Потому что когда я раньше был один, мне приходилось штативы устанавливать, камеры, тоже все это так немножко напрягало. Сейчас я об этом не думаю, всем этим занимается наш оператор. Вот. Конечно, желательно уединение. Тем более, когда вы это делаете в городе, практикуете, очень много побочных факторов. Люди, их отношения к вам, негативы вот эти все, воздух не свежий, вода грязная. Конечно, это все очень сильно отвлекает. Я и сам начинал в городе, да, но вот, оказавшись здесь, это намного легче проходит. И, может быть, не имеет смысла себя заставлять мучиться в городах, а вот куда-то поехать, если у вас есть там дача, или вот такие места, как здесь, или еще другие. Всегда можно, в общем-то, немножко на период отказа от еды, от воды выйти из социума. Также хорошо соблюдать мауну, молчание. Вот я сейчас много говорю, и поскольку здесь находится и Элина, и человек сейчас у меня сидит в темном ретрите, и мама приехала, мне приходится общаться. И, конечно, для голоса на сухом довольно-таки сильная нагрузка. То есть я вот чувствую очень сильную сухость во рту, как все слипается. Когда ты в молчании, все это проходит, конечно, намного легче. Поэтому соблюдайте также по возможности режим молчания, если есть возможность такая. Значит, по поводу еще голодания. Голодание вообще, если брать слово голод, да, это стресс. Вот. И стресс, он часто бывает очень разрушительным. И стресс может быть как негативный, но также он может быть и позитивный. Вот, например, вы идете по краю крыши, и вы боитесь, или залезли на дерево, или когда строите что-то, и вы боитесь упасть. У вас страх вот этого падения.
Ну, например, когда вы катаетесь на американских горках, у вас тоже страх, но он позитивный. Вы как бы то же самое состояние, может быть, еще даже более страшное, да? Но вы кричите, визжите, но это от восторга. То есть у вас такой появляется драйв, адреналин. И я что хочу сказать, что голодание это стресс, но можете этот стресс сделать позитивным. Не то, что в таком унынии я голодаю, я бедный, несчастный, хожу постоянно весь такой вот, жалею себя, когда же я там пить начну. Нет, для вас это просто активный стресс. Вы в нем наслаждаетесь, вы в нем купаетесь, вы в нем расцветаете, и в нем вы как раз трансформируетесь. Вот был такой случай, один мужчина, узнав, что в кораблекрушении люди через 7 дней в шлюпке погибли, он решил пойти также на шлюпке в море без еды, но правда у него там была вода. Вот. И он 60 дней абсолютно нормально провел на шлюпке в океане, вернулся. Что интересно, он стал только здоровее, в общем-то. Вот. А люди, в общем-то, в этой шлюпке, хотя у них, по-моему, тоже была вода, но они из-за этого стресса, из-за этого страха, они умерли просто. Поэтому вот это тоже очень четко имейте в виду, что настрой позитивный, он очень важен. Очень важен. Всегда оставайтесь в позитиве. То есть это самое лучшее лекарство и лучшая поддержка состояния неедения. Значит, да, в процессе уже такого длительного отказа от воды может начаться очень сильная сухость губ. Это постоянно бывает, идет обновление кожи, и на губах она у нас тоже очень хорошо обновляется. И я очень рекомендую, не сдирайте, во-первых, вот эти комочки кожи, но можете смазывать губы касторовым маслом или там каким-нибудь оливковым, льняным. В общем-то, смазывайте, но ждите, когда они сами отпадут. Это тоже очень важный фактор, поскольку если вы будете отдирать, потом будет это очень плохо и долго заживать. Вот. И, конечно же, вот как раз в тему моей мамы, что голодание не только для молодых и здоровых там людей, да, то есть также для тех, у кого проблемы со здоровьем, и для пожилых тоже это можно использовать. Моей маме 74 года. Сейчас вчера она закончила свой 4-дневный сухой отказ от еды. До этого она почистилась, день провела на влажном, то есть у нее вот уже был 5-й день, сегодня 6-й день у нее. Сегодня она пьет водичку. Ну, что интересно, что завтра у нас икадыши. Я предложил ей, говорю, мама, давай завтра икадыши еще на сухую. И она с удовольствием согласилась. То есть, в принципе, эта тема почему-то очень понравилась, хотя у нее так состояние было не очень хорошее. Вот. Но она вот как бы чувствовала, у нее упало давление, она стала намного себя лучше чувствовать, там в коленях боли прошли. Поэтому от 10 там, до 90 лет, а может быть и больше, пользуйтесь. Это абсолютно практически бесплатное лекарство. Да? То есть врачи будут требовать кучу денег, кучу времени. А тут вот вы можете уехать куда-то на природу, отдыхая, выздоравливаться. И в позитиве, в стрессе восстанавливать свой организм. Не в стрессе, а без стресса. В стрессе. Но стресс позитивный. Опять-таки, когда стресс меняет свою полярность, в общем-то, с негатива на позитив, это, можно сказать, уже не стресс. Он исчезает как фактор такого сильного негатива, а проявляется в виде благости. Понятно. До следующей съемки. Следующая съемка будет опять через 5 дней. Вот я немножко начинаю обрастать бородой, может быть, как-то меняется моя внешность. Падает потихонечку вес. Вот через 5 дней мы с вами встретимся и еще о чем-то поговорим, я расскажу о состоянии. Всего доброго. Это моя мама. Она приехала ко мне как раз поесть, побыть на сухую и на водичке, поправить свое здоровье. Ей 74 года, тем не менее, она уже после бани окунулась 2 раза в прорубь, когда перед сухим голоданием входила. Вот, ходила босиком по снегу, по льду. В общем, вот такая тоже экстремальная. И вчера у нее закончился 4-дневный сухой отказ от еды и воды.
Ну и немножко поделись своими ощущениями, как они у тебя прошли, как ты чувствуешь, готова ли ты идти дальше уже там на сухую или на влажную? Я приехала сюда специально, чтобы оздоровить свой организм. У меня полно болячек, таких, как обычно у всех людей в этом возрасте. Я решила полечить себя голоданием. 4 дня я голодала. Сначала было очень трудно. Постепенно я привыкла и не стала обращать внимания ни на еду, ни реагировать на нее. Но держалась и голодала. Не ела, не пила. Да, ходила по снегу, правда, ходила по снегу и чистила зубы. Это была вся моя вода, которую я потребляла за это время. Но я почувствовала, что у меня перестали скрипеть колени и болеть. У меня перестала болеть нога от тазобедренного сустава. Давление снизилось. Я не пью таблетки, которые я пила в городе. И мне нравится здесь, потому что я дышала воздухом. Все я выполняла под наблюдением Сата Марги. И я выполняю каждое его указание. Я вот под таким хорошим присмотром, что я знаю, что со мной ничего не случится. Еще перед началом сделала чистку шанпракшалану для очищения желудочно-кишечного тракта. Почистилась, то есть все в чистеньком теле вошло. И 4 дня это только на сухую, а Только без на сухую. еды... Это только да. на сухую. Теперь я буду продолжать голодать с водой, что значительно легче. Сегодня вот на воде, и мне очень хорошо. Ну, завтра Экадыши, и ты согласилась? Согласилась еще день на сухую проголодать. Мне теперь это В легкую. в легкую, да, ничего не стоит. Буду продолжать дальше голодать на воде, сколько смогу. Как состояние, настроение? Позитивное, негативное? Нормальное, очень хорошее состояние, с утра особенно. Ну, к вечеру, когда я похожу, я не просто там лежала целыми днями. Да, я она ходила, еще и снег тут копала. чистила снег, гуляла. Дрова таскала. Так что я сколько могла, столько я работала. Вот. Ну, я желаю тебе удачи в твоем дальнейшем отказе от еды, от воды и, конечно же, крепкого здоровья и долгих лет И жизни. спасибо тебе большое, что ты меня вытаскиваешь из этого состояния. Хорошо. Восьмой день на сухую и 21 без еды. Не хватает дыхания, сильная нагрузка на сердце, но тем не менее двигаться надо, чем я и занимаюсь. Пилю упавшую березку, как раз пойдет на дровишки для бани. Вот, очень хорошо, что приходится прикладывать усилия, таскать, вернее уже не таскать, а катать, потому что мне уже такие не поднять в шурбачке. Но тем не менее для того, чтобы кровь циркулировала, дыхание было наполненным, насыщенным, очень хорошо. Я как раз вчера начал, и, честно говоря, было, когда закончил, было довольно-таки плохо. Очень сильно билось сердце, думал, что вообще из груди выскочит. Слабость невероятная. Поднялся еле-еле уже, как раз дело было к вечеру. Но что удивительно, что сегодня утром стал практически абсолютно бодрый. Состояние было очень хорошее. Обычно просыпаешься, какая-то вялость, такая томность, а тут проснулся, чувствую, что да. То есть вчера, видно, за счет того, что очень было глубокое дыхание, глубокое сердцебиение, организм очень хорошо прочистился.
Вот. Ну, это было тоже видно по моче. Я каждый день собираю баночку, то, что из меня выходит. Отслеживаю по цвету, по осадку. Вот сегодня утром была темная, очень такая, много мути. То есть видно, вчера, поскольку было много движений, тело хорошо почистилось. Ну и сегодня так без фанатизма продолжаю тоже в таком же духе. Понемножку, не торопясь. Но опять-таки приходится все к тому, что движение – жизнь. Что еда, вода, вот без движения мы начинаем загибаться. И это лишнее доказательство. Поэтому двигайтесь, когда не едите, двигайтесь и двигайтесь. Не объявляйте лежачие голодовки, сухие забастовки, как некоторые персонажи политические объявляют. И тем более в состоянии негатива. Конечно, если человек говорит, я объявляю голодовку за то, что мне там плохо ко мне относятся, а внутри у него кипит все, и много и ненависти, и злобы, это только будет разрушение. Но если человек отказывается от еды не для каких-то позиций, а для исследования состояния тела, для оздоровления, и вообще понятие, кто ты, что ты и зачем все это. И через тело это тоже можно использовать и исследовать. Тогда вот очень ярко, кстати, возникают слова в Библии, да, не хлебом единым жив человек. Что насколько важно внутреннее состояние. Сегодня вот 10-й день у меня, тем не менее, это 10-й день без воды, а так я начал с 1 марта, уже 23-й день без питания, из которых 10 дней без воды. Ну и как видите, живой, здоровый. Ну да, конечно, тело немножко так это похудело, осунулось. Но это нормальное явление, потому что потом на воде очень быстро все восстанавливается. То есть сейчас у меня сегодня взвесился 62,5, по-моему, было. Пульс в пределах нормы. Вот. И когда потом я начну выходить, я уже просто знаю, что тело просто всасывает. Вот и сейчас я почему, скажем так, по пояс раздетый, светит солнышко, питание идет, ты просто чувствуешь воздух. Вот в этот раз я как раз, вот видите, я уже не босиком. Обычно я проводил свои сухие отказы, я ходил босиком, но это просто мой стиль жизни. Я практически зимой, летом все время хожу босиком, но за исключением сильных морозов, конечно. Вот. В комментариях там на ютубах еще где-то было, что вот он пьет воду пятками, не иначе как литрами. Ну, конечно же, это не так. Но в качестве, чтобы чистоты эксперимента, в общем-то, я сделал такую штуку, что я хожу в обуви. Не очень удобно, конечно, но ко всему человек привыкает. Многим надо привыкнуть ходить босиком. Я также привыкаю ходить в обуви, особенно когда выезжаю в город, где надо сливаться с социумом, быть таким, как все. Вот там я принимаю обычную форму. Вот так, с Божьей помощью, все дела и делаются. Осваиваю летние виды спорта зимой. Сейчас очень хороший лед на озере, не скользко. Просто кататься одно удовольствие, никаких ни машин, никого нету, не задавишь, ни тебя никто не задавит. Велосипед, в общем-то, как и лыжи, мы еще на лыжах тут катались. Тоже очень хорошо способствует и кровообращению. И с одной стороны и мягкое довольно-таки движение. Крутишься, педали, держишься за руль. При желании можно всегда ускориться, при желании можно всегда отдохнуть. Так что я вот очень рекомендую и такие вещи.
Еще одно маленькое уточнение. Я сейчас дышу, в принципе, неправильно, поскольку я уже перешел на ротовое дыхание. Ну, немножко такая одышка идет. Но лучше вообще старайтесь вдох носиком, выдох ртом, когда тяжелое такое дыхание. Ну, у меня сегодня такое же. И заготовка дров, и прогулки, катание тяжеловато немножко все-таки. Но на будущее старайтесь все-таки дышать носом. Я тоже стараюсь отслеживать это. И если легкие позволяют, то дышать все-таки носом. А почему надо дышать носом, а не ртом? Потому что нос у нас для того, чтобы дышать, а рот для того, чтобы есть. Через рот идет воздух и охлажденный. Через нос он все-таки успевает согреваться. Ну, в общем-то, я так думаю, что природа предусмотрена. Если ты в спокойном состоянии, зачем дышать ртом? Вот. Но тем не менее, что характерно, что, конечно, вот, когда на сухом, когда ты идет глубокое такое дыхание, прочищается очень хорошо. Даже уходит вот эта вот гадость, которая во рту находится постоянно. То есть видно через дыхание, через усиленное кровообращение. Все это очень хорошо уходит. Но я, в принципе, для этого и занимаюсь. Я это все исследую и смотрю, как чего, как оно будет дальше, как лучше. Поэтому я делюсь с вами. Не факт, что у вас будет так же. У каждого своя история. И то, что происходит со мной, не факт, что будет с вами. И даже если взять такие показатели, как вот длительно у меня 21, 23 было, они все проходили по-разному. И сейчас тоже по-разному проходят. Такое ощущение, что их не бывает одинаковые. Видно, от чего-то зависит. И время года у меня практически все время одно и то же. Такая ранняя весна. Хотя вот тоже надо попробовать как-то сделать длительное и летом. Но летом, честно говоря, просто жалко, когда вот озеро, влага, ягодки бывают. Ну как от этого отказаться? А сейчас зимой чего? Сейчас почки начнут набухать. Первая еда будет. Еловые, сосновые побеги. Но это, я думаю, уже после того, как начнется березовый сок. Когда приедет группа, я уже начну выходить. И как раз это будет уже очень хорошее питание, поскольку в березовом соке там маленький процент содержания сахара есть, по-моему, 2%. Его как раз очень хорошо хватает для выработки глюкозы, которая идет для работы мозга. Очень много минеральных веществ, витаминов. То есть березовый сок — это вообще потрясающая штука. Это просто действительно еда. Вот. И каждый год мы устраиваем традиционное уже так называемое голодание на березовом соке. Хотя это, в общем, совсем не голодание уже, а питание. Вот. Но важно учесть, что после того, как вы взяли березский сок, обязательно дырочку надо заткнуть, чтобы она не плакала почем зря. Ну и опять-таки общение с теми же деревьями. То есть ты подошел к дереву, обнял его, попросил у него: дай мне немножко твоего сока. Вот, и дерево с тобой поделится. Не надо для этого там рубить, ломать все это. Аккуратненько дырочка, трубочку. Я, как обычно, делаю. Вставляю потом сухую веточку, она разбухает, и все. То есть сокотечение прекращается. Ну, правда, мы обычно собираем сок до тех пор, пока он сам не перестает идти. Вот. Ну, березовый сок штука очень хорошая. При желании его можно даже заготавливать впрок, делать квас с березовым соком. Можно на меду его делать. Очень хорошая штука. Питательные вещества сохраняются. Но опять-таки там может быть, как в кефире, немножко какого-то алкоголя содержаться, поэтому будьте осторожны. Вот. Ну ладно, а я поехал дальше кататься. Такая погодка, не покататься просто это вообще. Жизнь — это радость и наслаждение. Даже без еды. Это заваленка, на которой я отдыхаю, нежусь под лучами солнышка, наслаждаюсь свежим воздухом. Хочу немножко коснуться темы сна, поскольку очень часто у людей на сухом отказе от воды сон бывает очень краткий, прерывистый, тревожный. Вот. У меня со сном сейчас все очень хорошо, и как-то и сны такие яркие, впечатлительные, позитивные.
То есть просыпаешься в таком очень приподнятом позитивном состоянии и сплю абсолютно нормально, там по 5-6, там иногда 7 часов, абсолютно хорошо. На 7-й день у меня была такая сильная довольно-таки слабость, ничего не хотелось делать. Но иногда, когда вот такой маленький криз наступает, я позволяю, ну действительно, ничего не поделать. Хотя прогулки, в общем-то, это обязательно. Это вот, какая бы слабость ни была, выходить надо обязательно. Там может быть не таких много физических нагрузок, но гуляние обязательно. И кризы у меня проходят, в общем-то, уже поскольку опыта много, они проходят очень легко. То есть у меня нет вот этого жуткого ацетонового запаха, когда вот люди начинают отказываться от еды, там, тем более от воды, от них ацетоном так, ну это нормально, это в этот момент перестройка организма идет. Вот, сейчас от меня запаха нету, от дыхания, от кожи, голова тоже чистая, волосы чистые, не перхоти, ничего, то есть хотя вот уже 10 дней я с водой вообще не соприкасаюсь. Ну кроме как через дыхание, потому что не дышать я не могу, и поскольку здесь процентов 70-80 влажности, то я ее пью, можно сказать, через воздух. Еще на чем хотел остановиться, это на страхах. Поскольку ваши внутренние страхи могут, психологически я имею в виду, вот у вас просто чисто психологический страх. Я боюсь, а что будет дальше, а вдруг, а что-то, и вот вы начинаете накручивать себе. Вот. И эти страхи, они ухудшают ваше физическое состояние. И физическое, и психологическое. Поэтому, когда у вас возникают вот такие страхи, сомнения, лучше на себя и на свое состояние смотрите с некой точки восприятия со стороны. И смотрите, действительно ли у вас все так плохо, или вы все загоняетесь и придумываетесь. И тем самым вы будете развивать в себе интуитивное видение. То есть вы будете чувствовать, когда действительно пора прекращать, а когда это только ваш ум говорит, что мне просто страшно, а вдруг я уже там много дней без еды, без воды, вдруг что-то случится. И вот это вдруг, эти страхи могут намного ухудшить ваше состояние, и тем самым вы можете просто быстрее выйти. Если вы смотрите на себя со стороны, тело в норме, дыхание в норме, показатели более-менее нормальные. Еще денек могу продолжить? Могу. Утром встали, не говорите, что я завтра там закончу или послезавтра. Вот утром встали, могу идти дальше? Могу. И вы в легкую идете дальше. То есть у вас происходит такое понимание трансформации тела и духа. Ну, это как гусеница превращается в бабочку, да, вечно жрущее создание, которое на своем пути пожирает все, абсолютно всю, каждую травинку, каждый листик. Через какую-то трансформацию, как кокон, вот состояние отказов от еды, да, трансформация внутренняя, она превращается в бабочку и понимает, боже мой, какая гадость там питалась, и начинает питаться пыльцой и летать, в общем-то. И на понимании вот этой трансформации появляется огромное желание идти дальше, исследовать вот это состояние. Потому что, ну, на своем примере я действительно чувствую себя с каждым годом все лучше и лучше по состоянию. Сейчас, да, конечно, там и голос сиплый, и щеки впалые, кожа обвисшая, и мешки могут, и круги под глазами быть. Вот. Но тем не менее я понимаю, что вот через эту трансформацию, пройдя еще что-то у меня улучшится. Хотя, в общем-то, я и так на судьбу не обижаюсь. В молодости, в зрелом возрасте я очень много и болел, там все эти заразы и вирусы, все это присутствовало. Сейчас поликлиники только я посещают, когда, если надо сделать анализ крови. Вот. Ну, как говорится, хочется путешествовать в это состояние, падать в эту кроличью нору, где все чудесати. Да, еще малость немножко хотел сказать про зрение. Вот сейчас у меня зрение уже начинает садиться. Тоже по-разному. Во время предыдущих отказов от воды было то же самое. Вот, сроки, конечно, абсолютно разные. Это тут нельзя говорить, в какой день будет. Но сегодня я так уже встал и посмотрел, что вдали я вижу уже хуже. Но я стал видеть вблизи лучше. Вот, до этого у меня было наоборот. Я вдали видел хорошо, но вблизи так очки еще не ношу, но тем не менее чувствую, рука уже так отдаляется. Сейчас, в общем-то, абсолютно нормальное ближнее зрение. То есть перефокусировка такая происходит, но это тоже вполне нормальное, естественное явление, поскольку наш глаз, в общем-то, состоит из довольно-таки жидкой среды, много там жидкости, то при уменьшении жидкости происходит такая некая перефокусировка. Тоже не бойтесь этих аспектов, что ах, я теряю зрение или еще что-то со мной происходит.
Нет, все нормально. И, как правило, после выхода зрение улучшается. Поскольку глаз тоже чистится. Мы вроде чистится тело, но глаз это тоже часть тела. И тоже все лишнее там, в общем-то, вымывается. Ну вот, опять вышло солнышко. Посижу, попитаюсь, насыщаюсь витаминчиками, солнечным светом, праной. А вам всем удачи! Сегодня 15-й день моего сухого и 28-й день без еды. Вес опустился до 61,5 килограмм. И, в общем-то, он практически не падает. Там буквально по 100 грамм потихонечку так сползает. Температуру тут стал замерять где-то 35,8, 35,9, до 36 почти не доходит. И состояние, в общем-то, тела и внутреннее удовлетворительное для 15 дней. Тем не менее, для улучшения состояния я использую всякие приспособления. Вот, чтобы вы на них посмотрели. Это вот аппликаторы можете использовать. Липко, Кузнецова, иголочки. Вот такие релаксаторы. Это более жесткое, здесь натуральные, как швейные иголки. И на них можно очень хорошо лежать, расслабляться, отдыхать. И что интересно, что вот у меня после них состояние очень хорошо улучшается. Поскольку когда ты встаешь, спина красная, как будто тебе поставили огромный горчичник. И видно, проходит лучше циркуляция крови, обмен веществ какой-то увеличивается, но состояние улучшается намного. Поэтому вот эти все вещи, ролики с иголочками тоже я, в общем-то, использую. Для более жестких вариантов есть вот такие гвоздики, на них тоже можно полежать. Вот. Тоже при желании можно расслабиться, особенно если у вас какие-то стрессы по поводу вашего отказа от еды и воды. Если вы ляжете на такие гвоздики, все ваши стрессы уйдут в сторону, это я вам обещаю. Останется одно переживание в вашей спине. В этот момент вы не будете думать ни о еде, ни о воде, ни о плохом самочувствии. Вот. На самом деле вот на таком, вот этот коврик не зря называется релаксатор, потому что на нем действительно просто очень хорошо засыпать. Я на нем лежу, думаю, полежу полчасика, на самом деле потом просыпаюсь и уже заснувший. Это, в общем-то, и кровоток, и расслабление, и массаж. Пользуйтесь всеми этими вещами, если у кого есть, ну или покупайте, можете попробовать, просто действительно, мне это очень хорошо помогает. Ну, сейчас я просто покажу, как воздействуют эти релаксаторы. Это самый такой мягкий, самый плюшевый, на нем можно стоять, прыгать, он такой очень лояльный. Вот на этот уже вставать нельзя, поскольку ноги пробивает, кожу протыкает. Но поскольку, когда ты лежишь на спине, площадь увеличивается, то очень хорошо можно на нем полежать. Обычно я просто опираюсь на руки и постепенно ложусь на этот коврик. Под голову можно что-то класть, можно не класть. Если у вас большой прогиб в пояснице, можете туда класть подушечку еще. И вот в таком состоянии, расслабленном, очень хорошее воздействие идет на кожу. Хочу еще немножко сказать о чувстве голода. На данный момент у меня его просто нету, но у меня вообще его нету и даже тогда, когда я чем-то питаюсь.
ни на голоде, ни на еде, только вкусовые ощущения. Они, конечно, остаются, поскольку у нас на вкусовых рецепторах мы воспринимаем как переживание жизни вкус. И что интересно, что с каждым разом все более и более происходит замена вкусовых ощущений на более живую еду. Уже вот даже такие вещи, как вот орешки или семечки, уже как-то чувствуешь, что ну что-то не то, даже если они замочены. Больше все-таки тело резонирует и сонастраивается с продуктами живыми. Фрукты, овощи, ягоды, травы. Вот, ты чувствуешь некий резонанс с едой, и как она звучит, и как мало тебе вообще надо, что тебе не надо набивать желудок, ты просто взаимодействуешь со вкусом. Как он тебя касается, ты с ним соприкасаешься и, не присваивая, не привязываясь к нему, отпускаешь. Психологическое состояние тоже очень мягкое, хорошее. Но оно у меня что на голоде, что на нееде, вернее, что на нееде, что в обычном состоянии такое мягкое, размазанное по пространству жизни. Нет таких сгустков сильных переживаний, которые бьют точечно. Поэтому, может быть, мне очень легко переживать вот эти состояния отказа от еды, от воды. Такое ощущение, что вот как я сейчас лежу, такой весь расслабленный, также и вот жизнь во время отказов каких-то опытов мягко покачивает тебя на волнах. И ты расслабленно просто воспринимаешь все, что происходит, как оно происходит, без всяких усилий. Вот, кстати, насчет усилий тоже есть такое маленькое замечание, потому что многие и пишут, и думают, что у меня большая сила воли. На самом деле ничего подобного. Силы воли у меня как таковой нету. Вот я все делаю на расслаблении. То есть я наблюдаю то, что происходит, принимаю то, что происходит. И когда ты принимаешь там негатив, позитив, они становятся очень мягкими энергиями. И считает и страдания. И поэтому нет никаких усилий в этом. И более того, если бы я держался на усилии, я бы затрачивал на это очень много энергии. Во рту очень сухо, говорить тяжело. Вот. Поэтому, конечно, усилий я никаких не прилагаю. Я просто все это делаю в очень таком расслабленном состоянии. Также есть много вопросов по поводу моего обычного питания. Ну, питание у меня, я так отношу его к малоедению. У меня очень небольшое количество пищи, и ем я, в принципе, 3-4 раза в неделю. Я стараюсь понедельник делать на сухую, среда и пятница с водичкой, а остальные дневки можно с чем-то поразвлекаться, какой-то едой. Ну, в большей степени, конечно, она живая. Вот. От чаев я вот тоже практически уже отказался. Больше идет вода, талая, настои, травы. Иногда вот в качестве такой вкусняшки настой из сухофруктов, когда ты делаешь, тоже очень неплохая. Вот. С лимончиком водичкой, немножко медка. То есть этого, в принципе, хватает, чтобы быть энергичным, не загружаться пищей. Ты всегда легкий, такой подвижный. Сейчас, конечно, ощущение, в общем-то, такой суховатости есть. Вот, и вялости, и такой размазанности. Но я просто знаю, что оно очень быстро восстанавливается. Поэтому я особо не переживаю. Если я чувствую, что могу идти дальше, я с большим удовольствием и радостью иду дальше. Ты сейчас можешь встать и показать, какая у тебя спинка после? Да. Правда, ты сейчас немножко лежал совсем. Но все равно, в общем, заметно, наверное. Ну вот на них можно лежать около часа. Вот. Ну и то же самое, в общем-то, происходит с гвоздиками. Когда вы кладете гвоздики, единственное, под голову желательно все-таки положить что-то более такое приспособленное. Можно книжечку.
также мягко опускаетесь на гвозди. И чувствуете эту боль, взаимодействуете с ней, расслабляетесь в ней. Иногда тоже можно и уснуть. Тем более сейчас солнышко, тепло, хорошо. Ну, чтобы время не занимать долго, я валяться не буду. Как видите, ничего не прокалывается, все хорошо, все душевно. Сегодня 2 апреля, 20-й день без воды, без контакта воды, без питья, 32-й день без еды. Самочувствие можно назвать вялотекущим. Вес опустился до 59 килограмм. Давление, в принципе, в норме, 110/70, пульс 60. Температура тела не больше 36 градусов. Дыхание в состоянии покоя где-то 7 циклов в минуту. Когда тело находится в покое, состояние, в принципе, абсолютно нормальное. Когда ограничены какие-то движения, нагрузки, и поэтому я физические нагрузки сейчас на 20-й день ограничил, поскольку появляется быстрая утомляемость, вялость при таких особенно силовых нагрузках. И в работе, в практиках я сейчас исключил, в общем-то, такие вещи, где надо поднимать тяжести, что-то делать с усилием. Вот. Но остались прогулки. Прогулки я делаю, в общем-то, тоже с таким отдыхом. Погулял, постоял, подышал свежим воздухом, почувствовал состояние здесь сейчас, помедитировал и дальше иди уже гулять. То есть все такими паузами. Вот. Сейчас на улице 0 градусов, но в последнее время очень сильно мерзнут кисти рук, особенно пальцы. Приходится одевать перчатки, как-то согревать, поскольку они все время, в общем-то, практически ледяные. Сильная сухость во рту, особенно по утрам. Вот. Но это, в принципе, нормальное явление, и кто практикует, особенно сухое, наверное, сталкивались с тем, что с утра во рту очень много бывает отложений, на языке налет, сухость. И вот в качестве рекомендации могу посоветовать вам тренировать выделение слюны. То есть вы неким волевым усилием выделяете слюну, и этой слюной можете и прочищать внутреннюю полость. Хотите, проглатывайте, лучше сплевывать. Будете сплевывать, терять жидкость, проглатывать, шлаки, токсины будете опять в себя запускать. Но зато не будете терять драгоценную жидкость. Вот. Но, значит, можно пользоваться скребками для языков. То есть, чтобы не контактировать с водой, берете скребочек для языка, почистили. Также щеткой можете прочистить рот, потом сполоснуть, и, в принципе, этого достаточно. Вот. Есть хороший метод, я рассказывал уже в предыдущих своих видео, про подсолнечное масло. Берете в рот немножко подсолнечного масла и болтаете его во рту между зубов, языком. И через 15-20 минут сплевываете. Чтобы масло привкуса во рту не оставалось, можно прополоскать такой соленой водой. Тоже ее сплюнуть. Есть способ, можно для освежения рта перекись водорода. 3% перекись водорода. 10-15, ну 20 можно капель. Смешать 50 мл водички. Также полощите это и потом все это сплевываете. Во рту сразу становится свежо, хорошо, и, в общем-то, это помогает идти дальше, поскольку очень часто, особенно у тех, кто начинает, вот это состояние во рту, оно очень сильно, ну, как бы ослабляет вас, и возникает желание все уже завязать с этим, почистить там зубы, прополоскать рот. Иногда просто проще немножечко все-таки это дело почистить, но идти дальше на полном сухом отказе от воды. Также хотел остановиться на аспекте дыхания, поскольку вот как раз сегодня замечал, что такое дыхание очень-очень медленное. Наблюдаешь, так
смотришь, что оно практически незаметное. Надо даже такое ощущение, что вот не хочется там ни пить, ни есть, и дышать-то особо не хочется. Вот. На этом аспекте очень хорошо делать пранаямы, особенно с задержками дыхания, полное йоговское дыхание. Можно дышать по методу Бутейка. И мне, как правило, когда я позанимаюсь пранаямами, очень хорошо помогает, это самочувствие улучшается. Так что это тоже один из методов такого очищения. Вот. Поскольку сегодня 20-й день, я уже могу неким образом сравнить свое состояние с предыдущими отказами 16, 21, 23-дневными. И, конечно, условия в этот раз у меня несколько хуже. И протекает, в общем-то, состояние тоже несколько хуже. Но я так понимаю, что это обусловлено с тем, что у меня было довольно-таки много общения с людьми, то есть здесь присутствовали люди, мне приходилось общаться, как-то вести их, помогать, работать с ними. В общем-то, общение и разговоры очень много сил вытягивают. Ну, плюс работа на стройке, то, что сейчас здесь происходит, то, что я делаю этот домик. Особенно, когда шло утепление с минватой, даже приходилось одевать повязку, потому что эта минвата попадала в легкие, а промыть возможности не было, был и кашель, и сухость, конечно, это все очень сильно сказывалось. Поэтому в этот раз условия немножко похуже. Конечно, когда вы будете это делать, лучше все это делать на природе. Желательно уединение, чтобы было. Чтобы не было никакой негативной информации. Не смотрели новости, не читали там какие-то в Фейсбуке, все эти соцстранички. Не выстраивали все планы, чтобы было по минимуму стрессов, каких-то соблазнов, магазинов, всего, что может вас омрачить в этом состоянии. Очень важно вот это тихое, внутреннее, спокойное состояние. И, конечно, очень важна поддержка. Поддержка близких, родственников, друзей и единомышленников. Вот почему хорошо иногда в такой молчаливой, уединенной группе все это проводить. То есть вы друг друга поддерживаете даже своим состоянием. Вот. Состояние становится очень чувствительное, тонкое. Вы как бы рождаетесь заново, обновляетесь. Это вроде вы, но уже вроде как и не вы, поскольку вы уже не такой, как начали отказ от еды или от воды. У вас может появиться такая тонкость восприятия мира, людей, но также может появиться ранимость к себе, к происходящему. Возникает гармония, и в этом состоянии надо утвердиться и освоить, закрепиться. Когда вы в нем уже, то, что называется, устаканились, вам в нем становится хорошо. Но сначала у вас такое очень шаткое чувство равновесия. Вы не знаете, что с ним делать. Для вас это такая новизна. Поэтому старайтесь, чтобы те, кто вас окружали, поддерживали вас. Можете заранее сказать об этом, что не надо на меня там наезжать, что я что-то делаю, по вашему мнению, не то. Лучше просто меня поддержите. Вот в частности хочу сказать про маму, да, которая здесь была длительное время была и на сухом, и без еды. Поначалу она очень сильно негативно относилась к тому, чем я занимаюсь, и меня, конечно, это тоже как-то немножко ранило, да, то есть мне не хотелось доставлять ей неприятности, но тем не менее я понимал, что у меня свой путь, а она пока еще до этого не подошла к этому моменту. Вот. Но тем не менее сейчас, когда она это практикует, нет конфликта, и как бы вибрации повышаются, и состояние очень такое благостное становится. Поэтому старайтесь, чтобы все-таки окружающие вас люди поддерживали вас, или их просто не было бы, людей, которые не поддерживают, или будьте в кругу единомышленников. Хочу сказать про длительность моих отказов от еды. Короткие отказы – это уже, в общем-то, не практика, это образ жизни. То есть 3-5 дней – это абсолютная норма. Так же, как питание у меня там через день происходит, это абсолютно норма вещей. И мне нравятся именно длительные отказы от еды, от воды,
поскольку это можно сравнить как, вот вы можете пробежать 1 километр, а можете бежать марафон. Да, пробежка в 1 километр тоже замечательное состояние, но в марафоне вы как бы уже исследуете свои силы, себя, раскрываетесь. Или как ныряние под воду с задержкой дыхания, или с аквалангом. То есть у вас с аквалангом есть больше возможности взаимодействовать с какой-то новой структурой, новой средой, новым измерением. И здесь, получается, ты также взаимодействуешь длительное время с новым измерением, изучая его. И в этой практике вы утверждаетесь, как бы ловите равновесие. Вот для того, чтобы научиться кататься на коньках или на велосипедах, за один раз это сложно сделать. И кратковременно, за 5 минут. То есть для этого вам нужно какое-то время и длительность практики. Или вождение автомобиля. Нужен такой некий накат, в котором вы будете утверждаться. И когда для вас состояние, в котором вы учитесь, перестает быть таким некомфортным, и вы переходите в состояние, когда вы получаете радость и удовольствие от катания и на велосипеде, и на коньках, и от вождения на автомобиле. Но сначала это может создавать чувство дискомфорта, страха, неуверенности. Поэтому мне нравятся длительные путешествия. На машине тоже можно из дома до куда-то доехать до магазина, а можно поехать в путешествие. Вот для меня вот эти состояния длительной еды, они очень похожи на такое внутреннее путешествие, исследование себя. Это как картина в музее. Можно прийти, посмотреть на картину и сразу же перейти к другой, а можно начать ее разглядывать. Мельком вы не разглядите, но всматриваясь в детали, в мазки, в кисти, в цвета, вы можете почувствовать и настроение художника, и, в общем-то, увидеть суть этой картины. Также и суть отказа от еды. Ну или как можно сравнить со спортзалом, да, то есть вы, если пришли в спортзал и один раз подняли какую-то тяжесть и ушли, это мало что дает, хотя чего-то, в общем-то, дает. Но если вы приходите в спортзал и, в общем-то, занимаетесь, то это дает определенный навык, определенную какую-то форму. Вот. И тело привыкает к длительным отказам от еды и уже коротких особо не замечает. То есть, когда мне пишут или говорят, я голодаю 24, 36, 72 часа, я вообще не понимаю, о чем это. Это настолько... Часы считать не имеет смысла вообще. Я и дни-то стараюсь даже не считать, да, то есть, есть просто состояние. То есть, мне приходится записывать какие дни, когда я веду календарь или какие-то событийные дневники. Вот. А так мне даже сложно сказать, сегодня 20-й день, хорошо помнишь, до 25-го я даже не буду помнить, сколько там дней, об этом думать. Мысли об этом не будет. Вот. И в этих практиках еды становится все меньше, и она становится все более качественнее и здоровее. И вы, соответственно, то же самое становитесь в более качественное и здоровое состояние. Тем не менее, я не рекомендую длительные отказы от еды, особенно сразу идти на большие сроки. Нужна хорошая подготовка, психологическая, чистка желудочно-кишечного тракта, образ жизни нужно поменять, состояние души. Она должна быть в покое, в такой благости. И, конечно, желательно все это, как я говорил, проводить на природе, в уединении. И для начала, в общем-то, достаточно 7-10 дней. Для очищения организма, для оздоровления, для такой встряски, в которой могут включиться дремлющие функции и начаться сами собой процессы исцеления, такого восстановления эталонного своего состояния. Увеличивая сроки, желательно, конечно, постепенно, утверждаясь в каждом шаге, привыкая, осваиваясь, утверждаясь. И очень важно выходить из этих состояний не еды или не воды в позитиве, а не на грани. То есть, чтобы у вас был такой маленький запас, чтобы было желание идти дальше, без страха, сомнения, и не пропал бы интерес к самоисследованию из-за негативных состояний физического тела, психики. И помните, что всегда можно сделать шаг назад и повторить этот опыт. Всегда из этого состояния можно выйти. Главное, не доводите себя до состояния изнемождения, негатива, страдания. Это ни к чему хорошему не приведет. То есть старайтесь, чтобы все эти процессы всегда были в легком позитиве, любопытстве, интересе,
чтобы чувствовался поток заинтересованности и движения исследования. Еще хочу сказать про виды мотивации. Мотивации, цели. Очень часто у людей в качестве мотивации они используют то, что им надо укрепить свое здоровье, может быть, как-то исследовать свое духовное состояние, испытание своих возможностей. Для кого-то это пост, для кого-то аскеза, для кого-то трансформация. Кто-то просто хочет похудеть. И вот особое хочу внимание сказать про желание похудеть. В принципе, при избыточном весе это нормально. Но при нормальном весе лучше не худеть такими методами. Если вы хотите как-то доработать себя и улучшить, сделать эталоном, лучше этого не делать, поскольку это приводит, в общем-то, может привести к анорексии, к психологическим заболеваниям. И более того, что похудеть на голодании довольно-таки сложно. Кратковременно, да, конечно, вы потеряете вес. Да, то есть я вот 72 там где-то потерял больше 10 килограмм. Вот. Но они, когда я начну пить, наберутся. Надо менять образ жизни и питание. Тогда все будет хорошо. А потом тело, когда оно часто, кстати, привыкает вот к голоданиям, оно всегда делает такие запасы. И даже если вы едите немного, оно, в общем-то, даже часть из этого немного пытается отложить на будущее. Но это видно, его структура такая. Поэтому худеть на голодании не советую. Менять образ жизни, мышление, трансформироваться, это да. Но подумайте о здоровье все-таки, да, то есть не надо доводить себя до полного изнемождения. Подумайте сначала, что вами движет, что ведет вас в этот отказ от еды. Создайте некое намерение, такой вектор направленности. И тогда дорога сама будет возникать под вашими ногами, и путь этот ваш в нееду, в отказ от еды будет идти, проходить очень легко. Левитация. Совсем шикарно. Сегодня 23-й день моего сухого отказа от еды, от воды. Без еды я уже нахожусь, сегодня 5 число, ну, значит, 35 дней. И, в принципе, я дошел до своего предыдущего уровня, 23 дня. И в этот день я получил удивительный подарок. Не знаю, как так случилось, но сущее
сейчас дает мне столько силы, столько энергии, что я сам просто начинаю в это не верить. Я столько нахожусь без еды, без воды, но энергия просто прет каким-то мощнейшим потоком. У меня великолепное самочувствие. Я утром сейчас встал, нет во рту никакого там ни привкуса, ничего. Сухости тоже во рту особо нет, слюны хватает. Даже одышка стала поменьше. То есть сейчас у меня тело в абсолютно адекватной форме. Единственное, когда все-таки резко я встаю, то бывает, что голова немножко кружится и так немножко мотает. Но если что-то делать, в общем-то, более-менее плавно, то все великолепно. И я сейчас немножко даже озадачен, что с этим подарком делать дальше. Сегодня 23-й день, но я понимаю, что я, конечно же, пойду дальше. И если не знаю, что будет завтра, послезавтра, да, после этого дня, может, этот подарок завтра и заберут, я не знаю. Вот. Но если будут продолжаться такие же дни, конечно, я пойду дальше и буду продолжать. То есть я сам удивлен своим физическим состоянием, своим самочувствием. Я уж не говорю про внутреннее состояние, насколько оно тихое, спокойное, очень приятное, благостное. Чувствуется в теле, происходят какие-то очень сильные перемены, но словами я их как-то не могу объяснить. Иногда какой-то гул в теле, какие-то вибрации. У меня нет файлов в голове, чтобы это все как-то рассказать и объяснить. Но я это все чувствую и переживаю. И поскольку я, в общем-то, для этого все, наверное, и затеял, чтобы исследовать этот процесс, конечно, останавливаться на этом, я чувствую, что не имеет никакого смысла. Поэтому пойду дальше. Как дальше будет, я абсолютно не знаю. Вообще сейчас не загадываю ничего. Потому что я, честно говоря, не ожидал, что даже вот на 23-й день будет настолько классное состояние. Но сегодня еще солнышко, это весна, шикарно. То есть, может быть, солнышко так питает, может быть, прана, я уже не знаю. Многие задают, кстати, вопрос в переписках и при личном общении по поводу праноедения. Вот. И я всегда отвечаю, что я не могу ответить на этот вопрос. То есть мой самый длительный срок без еды был 3 месяца, в которых я, в общем-то, чувствовал себя, насколько я помню, так же замечательно. И вот как раз строил этот Будды-холл без еды. Вот. Но я почему-то не пошел дальше. И поэтому я не знаю, есть оно или нет, то есть я могу говорить только за себя. То есть я сейчас делюсь с вами только своим опытом, своим переживанием, своими ощущениями. Как оно будет дальше, совершенно неизвестно. Но пока я очень доволен тем, что происходит. Да, кстати, вот несколько дней назад, после, по-моему, 20-го дня, 18-го, я уж немножко так запутался, было такое очень угнетенное состояние. Я почему и удивился сейчас, что очень хорошее, поскольку я даже думал, что на 23-й день, может быть, пора будет и завязывать. И сейчас вот это состояние по сравнению с тем, то есть, ну, это вообще день и ночь. То есть такое ощущение, чем дальше, тем почему-то становится легче. Ну, опять-таки говорю, что объяснить я это не могу. Медицина отказывается взаимодействовать с этим вариантом, да, они просто говорят, что такого быть не может. Поэтому вот я буду продолжать, но это больше всего, конечно, надо для меня. Это я не для того, чтобы кого-то удивить или что-то вам всем показать, ситхи или еще чего-то. Я просто это переживаю, но мне очень хотелось поделиться с вами. Если кто-то услышит это, и замечательно. Просто, может быть, это даст поверить в какие-то другие возможности тела. Не обязательно там безбашенно куда-то сразу идти в такие длительные. Конечно, нужна тщательная подготовка. Вот. Но вот эта вера, что вот это может случиться, это вот я с вами этим делюсь. Наверное, только для этого. Потому что мне, честно говоря, вот эти все съемки, вот это все разговоры особо не нужны. Вот. Но я вижу, что много приходит таких благодарственных отзывов, да, что на моем примере кто-то идет дальше. Хотя много и негативных тоже приходит. Ну, что поделаешь. У каждого свое мировоззрение, да. Вот. Кто-то говорит, что я там издеваюсь над собой, мазохизмом занимаюсь. Я сейчас самый счастливый человек на свете. То есть состояние счастья просто меня переполняет.
Я уж не знаю, химия это тело или что-то, или... Я даже не задумываюсь, что это. Может быть, поэтому я такой счастливый, потому что я не пытаюсь определить, что это такое. Я просто переживаю это состояние безмерной счастья, радости, потока жизни. И хочется вот эту энергию как бы дать и вам, чтобы вы тоже ее почувствовали, подзарядились ей. И пойду дальше. Так что, скорее всего, до следующей встречи. Марга, а можно я еще вот, ты встанешь, и я сниму твое немножко подсохшее тело? Ну, тело, да, конечно, подсохло, кожа очень сухая, но тем не менее, вполне адекватно я себя чувствую. Нельзя сказать, что я жутко исхудал. Ну, конечно, можно сказать, что ты жутко Нет, исхудал. это абсолютно... И борода у тебя как-то... Да, интересно, что я же побрился перед началом сухого, я побрился. И вот за 23 дня это все, что выросло. Вот эта борода, и вот ногти за 23 дня выросли. Я их специально тоже не стриг. Вот, то есть организм, видно, не тратит времени на сил, вернее, на рост волос, лишнюю энергию экономит. Кожа-то сухая, конечно, очень. Ну, вот это видно. это ладно. Это, когда пойдет влажность, пойдет водичка, это, я думаю, нарастет. Но состояние просто великолепное. То есть, вот, чем я занимаюсь сейчас, это сказка. Я сегодня еще поотжимался, причем я отжимался намного больше, чем я отжимаюсь в обычной жизни. То есть, действительно, какой-то очень мощный поток идет энергии. Там и ширшасану делаешь, и растяжки очень хорошие получаются. То есть, сгибаешься так, что раньше у меня там просто этого не получалось, так согнулся. Чуть не голова уже между ног пролезает. Раньше там еле-еле доставал до колена. То есть я пока доволен абсолютно всем. Марга, сегодня у тебя 25-й день сухого голодания и 37-й день без еды. Ты собирался на 25-й день выходить. Как ты? Выходишь, не выходишь? Расскажи. Ну да, на сегодня планировался выход, но, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И человек предполагает, а Бог располагает. Если Богу надо себя так выражать через это тело, как-то что-то исследовать, я не против. И по состоянию своего самочувствия, здоровья я иду, конечно, дальше. Поскольку состояние чудесное, великолепное. Хотя бы до начала семинара. Он уже начнется послезавтра. И до него все-таки я еще буду на сухом. Но там нужна будет по-любому вода, поскольку будет много общения, разговоров. И хотя бы для горла, чтобы смачивать связки, нужно будет немножко пить. Но у меня тоже есть такая наметочка, что я хочу попробовать, вот я живу вообще на малоедении, да, и я хочу попробовать такой этап малопития. То есть как раз у меня выход будет связан, я буду использовать воду только для общения, для того, чтобы полоскать горло, ну и потом проглатывать, чтобы там не сплевывать ни на кого. Так что попробую такой вариант. А скажи, пожалуйста, какое у тебя сейчас состояние, там, давление, ну, все параметры? Да, я каждый день произвожу давление, температуру мерю, вес. Давление сейчас 100/70, пульс 55. Это такое среднее. Утром бывает поменьше, вечером чуть побольше. Температура около 36 градусов. Иногда чуть меньше, тоже пару градусов, иногда чуть больше. То есть, ну, в среднем 36. Вес практически остановился. Сейчас где-то 57,5, я уже так особо не помню, ну, то есть он даже перестал туда-сюда гулять, так, буквально граммы, но это, я думаю, может, еще погрешность весов какая-то. Запаха от меня никакого нет, язык чистый, волосы чистые, то есть состояние вообще чудесное. И я так начинаю привыкать к своему новому телу, которое я сейчас получаю, к этому новому состоянию. Оно и так, в общем-то, было неплохое, но вот это, если неплохое, умножить еще на несколько порядков, вот сейчас у меня такое состояние. И особенно, когда вот был 23-й день, я к нему просто был еще не готов к такому состоянию, особенно после такого небольшого занижения. И сейчас я вот переживаю вот это новое тело, новые вибрации, новые все состояния, просто чудесные. Единственное, что
ну, не то что беспокоит, а как бы я рассчитывал, в общем-то, что изменится. Я тоже каждый день собираю баночку мочу, которая происходит. Вот. И она, в общем-то, также осталась темная, мутная, осадочек остается. Но, правда, сегодня уже чуть-чуть даже посветлее. Там первые экземпляры даже заплесневели. Вот каждый день я собираю вот это. Надеюсь, скоро это все закончится. Но также от нее нет никакого ни запаха, все абсолютно как-то нормально. Сейчас, подожди, я хочу... Покажи еще осадок, пожалуйста. Это вот последний день. Да. И цвет. Мне кажется, что цвет светлеет немножко. Ну, в середине, может быть, где-то был потемнее, да. Там вот да, сейчас даже светлее становится. Да, начинался вот с таких светлых тонов. Ну, можно, конечно, было все это в ряд поставить, но ни к чему. И так, в общем-то, понятно. Жалко, конечно, нет возможности сделать анализов медицинских, то есть, что вообще там происходит. Но, ладно, будем по интуиции идти. А скажи, пожалуйста, вот когда ты закончишь сухое именно голодание, будешь ли ты продолжать не есть? Будет ли видео на этот счет? Да, я еще собираюсь, после того, как начну пить, я еще собираюсь пару месяцев находиться на питье, на водичке. Ну, может быть, это уже будет травки, настой травок, может быть, там водичка из-под брусники есть, березовый сок, еловые, сосновые настои. То есть вот такой мягкая вода, скажем так. Постараюсь не варить вот эти все составы, да, то есть травку можно просто настаивать, это тоже удивительное состояние, особенно если на солнышко ее поставить. Попробую даже воду не нагревать, не термообрабатывать. То есть пока вот у меня такие планы, еще пару месяцев побыть в состоянии нееды. Как оно дальше будет, опять-таки, я сейчас уже зарекаюсь что-то говорить, может там через месяц, может там через 3 это все выйдет. Вот. Видео я уже не собираюсь снимать, но это просто как-то не актуально, не интересно. То есть, ну, даже в состоянии без еды абсолютно себя нормально чувствую. Я представляю, что будет, если я начну пить. Хотя, может, я похуже себя начну чувствовать, но сомневаюсь. Вот. Поэтому видео об этом не будет, но будет видео про выход. Про выход из сухого, ну и вообще он будет такой более расширенный, вообще про выходы из состояния нееды. Поскольку это один из самых важных аспектов. Можно в этом состоянии какое-то время быть, но выход особенно для тех, кто начинает. Вот этим я поделюсь особенно остановлюсь на некоторых нюансах, на том, что происходит, какие ошибки, как это лучше делать. Коснусь также темы не только выхода из сухого, но и как начинать есть, вот о малоедении, о тщательном пережевывании пищи. Это все очень важные аспекты, которые помогут избежать срывов, которые, в общем-то, очень страшны. Причем срывы на овощи, фрукты еще не так страшны, но если человек еще находится на другом питании, то не дай бог случится срыв на мясо, это может привести просто к летальному исходу. Поэтому обязательно будет видео по выходу. Ну, это ты рассказал о своих ближайших планах. А что касается более отдаленных планов, будут ли еще у тебя аналогичные эксперименты? Планируешь ли ты продолжить такие исследования? Ну, планов нет, но есть такое тонкое видение следующего раза. Потому что как-то я так интуитивно чувствую, что все-таки он будет. Хотя я сколько раз зарекался, что это будет последний раз. И тебе обещал, и всем. То есть, но вот даже еще не закончив этот процесс, я уже понимаю, какие вот были здесь ошибки, да, и какой он будет еще в следующий раз. Но, к сожалению, для вас он будет, и, может быть, к счастью для меня, он уже будет без видео. Это будет такой ретрит, такой сакральный интимный процесс, уединение. Там будет больше практик дзадзена, йоги, пранаямы, темноты. Может быть, даже часть этого состояния я проведу в темном ретрите. Тоже очень интересное состояние, там месяцок, там второй. Ну, смотря сколько будет это состояние идти. Вот. И поменьше, конечно, чтобы было нагрузок на деловые какие-то, на бытовые дела, на стройки, на всякие. Вот
в следующий раз этого точно не будет, чтобы не отвлекаться, потому что очень вкусные переживания, внутренние, телесные, и когда немножко ты все-таки занимаешься стройкой, чем-то занимаешься, они чуть-чуть рассеиваются. И мне даже как-то чуть-чуть жалко их терять, хотя надо и строить, да, надо, в общем-то, для того, чтобы вы сюда приезжали все это делать. Я стараюсь это состояние осознанности не терять, и когда я там пилю, строгаю, привинчиваю. Но тем не менее, конечно, когда концентрация переключается на что-то другое, это состояние немножко теряется. И мне вот немножко жалко его так терять, поэтому я вот хочу следующий этап полностью посвятить вот этой перестройке, трансформации и тела, и души. Да, следующий вход я хочу сделать пораньше, может быть даже пораньше Великого Поста, чтобы выход все-таки начался с течением березового сока. Сейчас уже березовый сок начал течь, и те, кто здесь находится, его регулярно попивают. Я так на них поглядываю, немножко даже завидую, но понимаю, что скоро, в общем-то, прильну к этому божественному нектару. Поэтому начну чуть-чуть пораньше. А насчет экспериментов, вся жизнь эксперимент. Каждый наш день, каждый миг, каждое мгновение, все, что происходит, это все эксперимент, если ты видишь в этом суть эксперимента. И хорошее, и плохое, ты все это исследуешь. Вот меня прошлым летом ногу укусила гадюка. Просто я шел по тропинке, не заметил ее, она так очень хорошо замаскировалась, и она меня укусила в ногу. Это был как раз начало випассаны. Я проводил випассану, и, в общем-то, я всю випассану проводил под укусом гадюки. Я тоже исследовал этот процесс. Я не поехал к врачам, хотя там меня там все говорили, надо к врачам обязательно, срочно. Вот. Меня как-то не волновало, что произойдет в процессе, но мне был интересен сам процесс. Даже если бы это, в общем-то, был летальный исход, меня бы, в общем-то, это тоже устроило. Можно было бы тоже чем-то поделиться. Вот. Но, тем не менее, я пережил это состояние, я теперь знаю, что это такое, я знаю, что это можно обойтись без докторов, но тем более в тот момент я не ел, и на голоде, без еды это все переживается намного легче. Конечно, нога раздула, все очень болело, но тем не менее это был тоже эксперимент. То есть, сидение в проруби, то есть любое действие ты стараешься как бы исследовать, и чтобы оно было, раскрывало эти новые какие-то грани. Поэтому вот вся жизнь исследования, вся жизнь эксперимент, каждый вдох, каждый выдох. И исследуйте вы также. Не исследуйте вы там какие-то бытовые нужды, хотя их тоже можно, а то все перенаправлены деньги, еда, еще что-то там, присвоение, отношения. Отпустите и разберитесь с собой. И тогда то, что вы имели, не будет иметь вас. Вы можете иметь все, но это все не будет вас иметь. Вы будете абсолютно от этого свободны. Так что до встречи. И следующее видео будет про выход. Я постараюсь раскрыть все нюансы. Марко, спасибо большое. Немножко коснуться темы выхода. Поскольку то, что вы сейчас делаете, отказываясь кто от еды, кто от воды, это, в общем-то, не самое сложное. Самое сложное начинается на выходе, когда случаются так называемые срывы. Конечно, чаще всего они случаются в городских условиях, когда у вас под боком магазин, холодильник, заботливая мама или еще кто-то, кто попытается вас чем-то накормить. И от голода, от нееды, от неводы очень сложно, скажем так, загнуться и умереть. Ну, если, конечно, не в особом психологическом состоянии, когда ты боишься именно этого состояния, тогда это возможно. Но если ты расслаблен, спокоен, то без еды, без воды ты можешь находиться довольно-таки большие сроки. Но всю опасность представляет момент, когда ты выходишь.
поскольку организм уже перестроился на внутреннее эндогенное питание, он уже берет энергию из того, что у него там разлагается, какие-то больные клетки забирает, если есть жиры, все, что не нужно, ослабленные клетки тоже. И ему надо переходить уже на экзогенное питание, когда он начинает воспринимать еду извне. Это вот по аналогии очень похоже, когда вы с отпуска, например, приезжаете, идете на работу, и вам сразу вас там заваливают работой. И вам жутко не хочется, вы еще как бы не успели перейти в это состояние. Или дети, школьники в каникулах, когда с каникул возвращаются в школу, обычно первый урок такой очень расслаблен. Или там прохождение пройденного материала, или просто какие-то вещи. Кино там, встречи. То же самое с организмом. Когда он перестроенный, и вы начинаете в него давать что-то извне, ему приходится несладко. То есть он начинает очень сильно, активно пытаться то, что вы туда пропихнули, как-то с этим разобраться. Желудку надо выделять желудочный сок, который он уже все это время не выделяет, потому что нет необходимости. Кишечнику надо пропускать то, что вы съели, дальше, впитывая вещества. Включаются поджелудочные железа, то есть все уже включается по полной программе. И ну вот если у кого-то был опыт отказа от еды, может быть, замечали, что когда вы после довольно-таки длительного, там хотя бы неделя ни еды или ни питья, начинаете есть, то появляется довольно-таки сильная слабость. Даже бывает такое онемение в руках, в ногах, вроде вы начали пить или есть, а вам становится хуже. Вот это как раз процесс запускания вашего организма. Поэтому, почему я еще начал не в конце, а сейчас об этом рассказывать, чтобы вы внутренне уже были к этому готовы. Мы еще в конце тоже поговорим, но сейчас я хочу вас так немножко закодировать, вот именно на выход, чтобы выход был очень правильный. Здесь, конечно, это легко и просто, поскольку выводить мы будем вас здесь, мы будем вас здесь выводить. И нету возможности даже, в общем-то, и машины застряли, даже в магазин не съездить, так что никуда вы не денетесь, вот только березовый сок. Вот. На организм идет очень мощный удар, и опять-таки то, на чем вы выходите, тоже очень много зависит. Бывают даже смертельные случаи, когда человек длительное время не ел, а потом сорвался и там котлетку, мяска, и, в общем-то, поминая, как звали. То есть он умер не от голодания, да, а от еды. То есть очень мощная предстоит работа организма, он просто не справляется. То, что отдыхало, приходится очень быстро включаться, просто, срыв такой, как у вас бывает нервный срыв, еще какой-то физический. И что характерно, что вот эти стадии отказа от еды и от воды, они чем-то похожи, что даже когда вы начинаете пить воду, если вот кто сейчас на сухом находится и кто будет выходить с сухого, там тоже может быть такое неприятное. То есть, как говорится, не дай бог там сразу выпить залпом стакан воды. Особенно если какое-то длительное состояние. Во-первых, он просто может не пойти, этот стакан, просто колом станет. Во-вторых, опять-таки для организма будет мощный стресс, и он весь такой ослабнет, поникнет, и у вас будет состояние далеко не самое лучшее. Поэтому, когда вы выходите именно из сухого, особенно длительного, что вы делаете? Берете стаканчик водички или березового сока, желательно, конечно, чтобы она была как можно чище. Очень хорошо, если вы с ним немножко повзаимодействуете. Не сразу налили там и начинаете пить, а просто еще немножко побудьте с этой водой. Представьте, что сейчас эта вода будет вас наполнять, насыщать,
тоже проведите с ней такую некую медитацию. Сонастройтесь с ней. И делаете небольшой глоточек, но не проглатывайте его сразу. Сначала вы его держите во рту и позволяете ему мягко просачиваться. Вы даже практически не делаете никаких глотательных движений. Вода просто сама по себе потихонечку, и вы так маленькой, тоненькой струечкой пропускаете. Вы как бы этот глоток делите еще там на 5, на 6, на 7 таких подглотков. И опять-таки, сделав вот этот первый глоток, не спешите делать второй. Разберитесь сначала с ним, почувствуйте, как он проходит вас. Представьте, как он начинает напитывать все ваши клетки, которые сейчас обезвожены. Через какое-то время, ну, по самочувствию, по ощущению, ну, не раньше там минуты хотя бы, вы можете сделать опять второй маленький глоточек. И опять-таки пропускаете его очень аккуратно, очень медленно. То есть ваша задача, первый ваш стакан, а лучше просто даже налить вот полстакана, чтобы не целый был, впивать его где-то за 10-15 минут. И чтобы это все было очень растянуто, чтобы организм вспомнил, что вообще происходит, и начал принимать эту воду. Потому что бывает, что когда длительные отказы от воды, особенно с непривычки, просто действительно как бы спазм такой горла происходит, и вода даже не проходит, и вроде человек и хочет выпить эту воду, а у него просто не получается. Поэтому вы держите, согреваете ее сначала во рту, как бы смешиваете немножко со слюной, и потихонечку начинаете, чтобы она просачивалась. То есть первый полстакана-стакан выпиваете 10-15 минут. Второй стакан можно принимать через час. Также поначалу очень постепенно, очень медленно. Тогда у вас не будет вот этого чувства дискомфорта. И первый день лучше вообще пить только воду, если у вас сухое. Пока еще даже не пить соков. То есть вам сначала надо насытить организм влагой, чтобы он набух, окреп, почувствовал все это. Если вы на второй день собрались пить сок, тоже утро лучше все равно начинать с воды, то есть не сразу сок. То есть сок лучше где-то так в обед начинать пить. Сначала вы опять 2-3 стакана через час где-то выпиваете. И в обед уже вы берете сок, конечно, свежевыжатый, не магазинный. Причем, разбавить его лучше в 2-3 раза как минимум. То есть в 2 даже немножко крутовато, то есть можно вообще по чуть-чуть туда сока добавлять. То есть больше водички, постепенно увеличивать вот эту дозу. И в первый день пить, не больше, чем, во второй день, не больше, чем разбавленный пополам сок. Соки можно брать фруктовые, овощные. Можно делать микс. Можно свекольный, яблочный. Что мы еще обычно делаем? Цитрусовый. Да, цитрусовый. Морковный. Морковочный очень хорошо. Но все это, конечно, разбавленное. Очень нежелательно пить виноградный сок, поскольку он вызывает брожение, а вам на первых этапах этого абсолютно не нужно. Также сок можно пить как монотрофно, то есть или морковный, или отдельно капустный, но также можно их и смешивать. Но желательно больше 4 ингредиентов, чтобы не было. Вот. Арбуз тоже, многие советуют на арбузах выходить, но очень много сахара, то есть тоже пойдет очень большая нагрузка, или это уже как питание такое пойдет. Вообще считается, что сколько дней ты отказывался от еды и от воды, столько дней ты и выходишь.
Но если у кого-то есть уже какой-то опыт, то есть на начальных этапах лучше так и делать. Но если у кого-то есть уже какие-то опыты, причем позитивные, то можно немножко сокращать, ну хотя бы в половину. Но вообще происходит что? То есть когда вы начинаете что-то употреблять в виде тех же соков, очистка организма еще все равно продолжается. Пока вы находитесь на фруктах, на овощах, еще плавно очень замедляется процесс очищения. Если вы выходите на чем-то вареном, потому что кто-то выходит на отварах на каких-то, то есть процесс тогда намного быстрее замедляется. Это вот я все время привожу пример, как машина, когда вы хотите остановиться, лучше останавливаться плавно. И вот плавный выход, это вы ставите на нейтралку на скорости, включаете зажигание, и машинка сама собой останавливается. Если вы съели что-то, какой-то животный белок, это практически авария, то есть как будто вы в стену врезаетесь, это уже катастрофа. То есть ни мясного, ни молочного, даже растительный белок в виде там бобов, горохов, чечевицы тоже первое время лучше этого ничего не есть. Когда вы ходите если вы пили, просто начинаете есть, практически все то же самое, но можете, поскольку вы пили, первый день можете начинать с разбавленных соков. А остальное, в принципе, то же самое. И самое главное, что вот почему я говорил, что водичку пить маленькими глоточками. Вы тем самым можете себя приучить не заглатывать. Потому что у нас уже как рефлекс такой выработался. Когда мы начинаем есть, мы очень быстро проглатываем. Редко кто вот берет кусочек яблочка и прожевывает его полностью до состояния кашицы и выпивает, можно сказать. Поэтому твердое лучше пить, жидкое жевать. То есть взяли водички, пожевали, маленькими глоточками проглатывали. Если у вас во рту оказалась пища, вы ее размешиваете во рту зубами со слюной до состояния кашицы. Если вы это делаете, у вас ни нагрузки ни на желудок не будет, ни на какие органы. То есть она уже как бы наполовину пойдет переваренная, поскольку слюна уже включит ферментацию. Это лучше вообще, конечно, в обычной жизни тоже, когда вы обычно питаетесь, то есть все очень тщательно пережевывать. Недаром там китайцы, японцы, они там палочками все это берут и там по 40, по 50 раз пережевывают каждый кусочек. Мы можем тут попробовать, когда вот вы начнете выходить. Я обычно даю людям маленький кусок, когда уже вышли на соках, когда вышли из сухого, маленький кусочек или яблочко, или чернослива. И вы должны этот кусочек удерживать во рту 10-15 минут. То есть вы его даже сразу не съедаете. Вы сначала наслаждаетесь вкусом, поскольку если вы сразу проглотили, вкус исчез. Тут, если вы даже этот кусочек яблочка во рту болтаете, у вас вкусовые рецепторы будут активированы. Сначала вы во рту его поболтали туда-сюда, потом слегка надкусили, чуть-чуть выжили как бы сока вот этого. Со слюной смешали, проглотили. И вот эти 10-15, или сколько вы сможете удержать вот этот маленький кусочек, во-первых, вы будете по полной программе насыщаться вкусом этого продукта. И это уже как бы даст такую некую фазу насыщения. Поскольку когда мы едим, насыщение у нас наступает где-то там через 15-20 минут. Даже если мы нас наелись, но чувство недоеденности еще может быть, это потом оно приходит. Если вы работаете с пищей в таком режиме, насыщение наступает вот буквально от одного маленького кусочка. То есть пол яблока с утра можно целый час буквально завтракать. И еще очень важно, что когда вы принимаете пищу, тоже у нас сейчас век скоростей, понятно, что все торопятся, но если вы уделяете внимание пище, уделяйте внимание только ей. То есть только вы и та еда, с которой вы взаимодействуете. Ни телевизоров, ни компьютеров, ни разговоров. Даже такой желательно внутренний
диалог остановить, чувствуйте вкус, переживайте то, что происходит. И тогда я вас уверяю, что вы будете насыщаться настолько маленьким количеством. И поскольку количество еды будет маленькое, то у вас останется вот та легкость, которую, вот, может быть, вы сейчас уже начинаете чувствовать на отказе от еды. Понятно, что сейчас у вас еще происходит очищение организма, шлаки, токсины, интоксикации. Вот. Но кто-то уже, когда пройдет криз или у кого еще не начался, то есть могут почувствовать такую обалденную легкость. И, в принципе, это состояние его очень не хочется терять. Почему я тоже долго очень не выходил из этого состояния? То есть была такая великолепная легкость, что я понимал, что даже водой, в общем-то, она немножко загасится. Хотя вот сейчас начал пить, вроде как все пока осталось. Вот. И не теряя вот этого состояния легкости, с небольшим количеством еды, вы можете существовать очень долго. Полные сил, энергии. Конечно же, в общем-то, вот после длительных отказов от еды, от воды, очень хорошо, если у кого-то есть желание, переходить на другой вид питания. Поскольку кишечник очищен, микрофлоры практически нету, особенно той патогенной, которая могла быть от животных жиров. И у вас будет формироваться та микрофлора, которую, в общем-то, вы будете заказывать тем видом питания, которое будете есть. Если овощи, фрукты, тем более если еще и сырые, то будет образовываться микрофлора, как раз заточенная под состав этих продуктов. Особенно если у кого-то есть аппендикс, то есть вообще нет проблем. То есть он будет как раз, поскольку он содержит в себе как раз эталонное состояние нашей микрофлоры, эти бактерии, он просто будет впрыскивать, и он пойдет в кишечник, да, и будет создавать ту микрофлору, которая вам нужна. И тогда у вас не будет вот той потребности и психологической, и физической на какие-то те продукты, от которых вы пытались отказаться. Поскольку если вы там едите мясо или молочку или еще что-то, формируется соответственно микрофлора, чтобы переваривать эти продукты. И, конечно, она сигнализирует мозг, говорит, хочу мясо. И вам кажется, что вы хотите мясо или с каких-то еще продуктов. На самом деле, нами очень во многом управляет как раз микрофлора. И также вы можете увидеть, насколько вы начинаете резонировать вот с живой едой. Яблоки, там, овощи, фрукты, то есть вот эти все вещи, то есть вы чувствуете просто, как рука к ним тянется. А запахи даже какой-то вареной пищи, ну, могут просто даже для вас стать неприятными. Но это опять-таки касается тех, только кто хочет изменить свой образ жизни и переходить на другой вид питания. Если кто-то пока этого не планирует, а хочет остаться на белковой пище, то как можно дальше ее откладывайте после выхода. То есть все равно первое время, даже если вы будете потом питаться белковой пищей, первое время как можно дольше будьте на сырых овощах и фруктах. Потом добавляйте вареного уже, отварчики можете делать небольшие. И потом уже переходите там на тот вид питания, который вы планируете. И еще такой момент, что ну вот поскольку мы сейчас не едим, то есть организм наш все равно закисляется. И если вы довольно-таки быстро начнете поедать вареное, мясное, молочку, хлеб, эти продукты еще сильнее закисляют организм. То есть, ну, нам надо, чтобы организм был более-менее в стабильном кислотно-щелочном балансе. Поэтому как раз овощи, фрукты, все, что растет ближе к земле, все, что зелененькое, они очень хорошо ощелачивают организм. И вы просто будете себя намного лучше чувствовать. Наверное, сами замечали, что если вы поели салатика, вы, в принципе, можете поели и что-то делать. Но если вы там поели там борща, мясо, там не знаю, чего еще там едят, хлеба, булки, вам уже чувствуешь, что надо полежать, отдохнуть, а еще лучше поспать, что организм уже просто, ему не до работы, ему надо все это переваривать, пропускать, выводить.
Вот. Ну, конечно, каждый выбирает, в общем-то, свою историю, да, то есть свои вкусовые приоритеты. Но что интересно, что вкусовые рецепторы тоже очень сильно меняются, и они уже вот не хотят вот этого слизи, вареного, вот, то есть даже, ну, когда от них отвыкаешь, то, ну, как, не то, что неприятный, а какой-то незнакомый вкус появляется. Я обычно, когда ем салат, я ем сыры, а тут как-то был случай, что Ирина сварила свеклу, ее натерла. Я ем, я не понимаю, что за вкус такой. То есть вроде даже непонятно там в салате какая. Вот. Но вкус совершенно другой, просто из-за того, что добавлен был этот вареный продукт. Еще и об одном, что когда мы долго не едим, все наши рецепторы как бы очищаются, обновляются, и достаточно очень таких небольших доз вкуса. Не надо сначала усиливать ее ничем. И в первую очередь исключите также из рациона на момент выхода соль и сахар. Вот это лучше, ну а вообще лучше это исключить тоже, поскольку не самый благостный продукт. Вот. Тот же сахар, в принципе, можно заменить какие-то сладкие фрукты, на мед, если кто мед ест. Вот. Соли достаточно содержится, и можно заменить на те же водоросли, ламинарии, тоже очень хорошо. Хотя нам в больших количествах соли, в общем-то, нет в ней необходимости. Все это содержится в каких-то дозах в тех же овощах и фруктах. И очень хорошо, конечно, если вот вы будете периодически хотя бы тренироваться вот на таком лечебном жевании. Взяли какой-то маленький кусочек и вот просто с ним взаимодействуем. Вот это как раз очень хорошо делать на выходе, поскольку если вы привыкнете очень тщательно вот это все пережевывать, у вас пропадет вот этот глотательный рефлекс, когда вы глотаете кусками. То есть вы уже не кусок будете проглатывать, а пить яблоко или что вы там будете есть. То есть разжевывая полностью до состояния кашицы, просто будете это проглатывать. И не нанесете никакого вреда своему здоровью, в общем-то, то есть ваш отказ от еды, поскольку, скорее всего, мотивация, то, что вы делаете, идет направлена на то, чтобы, в общем-то, улучшить свой организм, и тело, и сознание, то если будет выход неправильный, во-первых, и для тела будет такой довольно-таки жесткий вариант, но также вы будете испытывать к этому состоянию чувство претензии. Я сорвался, опять все не так, то есть чувство вины может возникать, то есть, ну, опять это то, что называется, покатиться по наклону. Поэтому вот как раз на выходе тут нужен больший контроль и усилия, да, чем вот на отказе от еды. Обычно отказ от еды идет в легкую. Но вот именно как раз выходы, они связаны с таким внутренним напряжением. Если я всегда говорю, что вот на отказе от еды расслабляйтесь, то вот тут, может быть, стоит немножко поднапрячься, то есть включать контроль. То есть понимать, что за результат вы можете получить, если вы съели или в большом количестве, или не тех продуктов. То есть все-таки как-то пожалейте свое тело, которое словами вам сказать не может, но оно может сказать вам или болями какими-то, или проблемами. То есть у нее только такой язык у нашего тела, в виде каких-то болевых ощущений, недомоганий. Поэтому дружите с ним, то есть будьте с ним на одной волне, то есть тело ваш друг. И только от вас зависит, какое оно будет. Можно, конечно, его убивать курением, алкоголем, вкусняшками всякими, то, что его разрушает. И причем вы прекрасно понимаете, что оно же его разрушает, но тем не менее в силу инерции или каких-то обстоятельств продолжаете это делать. Просто относитесь к нему как к ребенку. То есть тело, оно такое же беззащитное, как ребенок. Вы же в ребенка не вливаете ни водку, ни сигарету ему не всовываете в рот, не даете ничего вредного, наоборот старайтесь что-то пополезнее. А со своим телом почему-то мы так не обращаемся. То есть мы настолько к нему привыкли, что даже не замечаем. Ведь кто есть на машине, да, то есть машину вы там и пылесосите, и моете, и масло меняете, бензин хотите как-то получше заливать, там не с какой-нибудь с канавы.
из ржавого ведра, а в организм почему-то мы все это... Причем машину-то вы взяли, поменяли, а тело тоже, конечно, поменяете, но не так скоро. Ну вот, в общем-то, у кого-то, может, какие-то вопросы есть по выходу. После выхода из длительного сухого, когда можно оптимально соду попить месяц? Сколько должно пройти примерно времени-то? Ну, лучше через недельку. А зачем сода? Сода ощелачивает организм очень хорошо. То есть нам всегда, в общем-то, мы как рождаемся вот самым, скажем так, эталонным состоянием кислотно-щелочного баланса, как только ребенок начинает пить молоко, у него идет баланс в сторону закисления. А потом там кашки, то все 5-10 еще больше закисляется. От животных продуктов еще больше закисляется. То есть мы постоянно... То есть болезнь это, как правило, закисленное состояние организма. И это начинает проявляться уже там в раках, в всяких язвах и в чем только нет. То есть попивая соду, ощелачивая организм, восстанавливая кислотно-щелочной баланс, мы, в общем-то, вытягиваем его в сторону такого здорового своего состояния. Ну, чем он и был, в общем-то, с рождения. Это пол чайной ложки. Сначала 3. Ну, да, по ощущениям, там можно начать с 3, если кто-то не пил. Заливаешь кипяточком, она так немножко пшикнула, потом можно холодненькой водичкой разбавляешь и попиваешь. Ну, вот тоже утром ее хорошо. Обычно стакан сначала воды просто выпиваешь, чтобы просто то, что в кишечнике, в желудке осталось, ушло. Вот, и потом вот это все. Как и каким образом, когда можно перейти на праноедение? Ну, видишь, в чем дело, что как бы я за праноедение четко сказать не могу. Вот. Но вот по ощущениям вот этого моего длительного отказа от воды, то есть я, скажем, больше вышел, поскольку надо проводить семинары. Вот вчерашний день, когда я общался, мне было очень сложно говорить, там все сухо во рту. И сейчас, ну, придется больше общаться, и я решил, как бы, пока да, великолепно. И что интересно, я сейчас начал пить, оно практически ничем не отличается. Только что в связках стало получше. Да, но еще было немножко, что я, когда вам говорил, у меня в голове как будто барабан был такой, но сейчас это уже даже очень быстренько прошло. Вот. То есть, в принципе, я думаю, что если бы я пошел дальше, ну, можно было бы перейти на это. Но вот чисто для себя я пока не хочу искать вот эту фазу, да, поскольку мне еще нравится общаться со вкусами. Мне нравится вкус земляники, черники, свежих побегов сосны, вот этой елочки, да, то есть иван-чая, подорожника, то есть вот все, что вот здесь растет, мне уже там не нужны какие-то там колбасы, булки, вот эти все вещи, которые в магазинах продаются. Но вот этого вкуса мне, в принципе, достаточно, можно сказать, даже для питания. Когда там чаи там отвары вот эти травяные пьешь, тоже вкус, вот этот аромат тоже идет. Вот это как бы для меня часть жизни, и я через нее тоже вот воспринимаю этот мир. А тут получается, как будто ты чего-то лишаешься. Да, на какое-то время там можно лишиться, как вот темные ретриты, которые мы тут устраиваем. То есть ты лишаешься, чтобы лучше себя познать. Молчание, да, то есть когда нет речи, тоже ты глубже идешь в себя. В тишине, опять-таки, когда нет звуков. В отказе от еды. Но это такое временное явление, через которое ты меняешься и трансформируешься. Но воспринимаешь ты мир через 5 органов чувств. И один из органов чувств – это вкусовые ощущения. Вот. Но вкусовые-то вкусовыми ощущениями, но опять-таки как ими пользоваться, этими вкусовыми ощущениями. Можно то, что называется, их забить, и тогда мы будем уже на эту еду накидываться, что хотим все больше, больше, больше. Это как костер желаний, в который мы постоянно будем подкидываться. А когда тебе достаточно буквально немножко, ты, ну не то, что контролируешь это контроль, это уже некое усилие, а просто ты вот действительно взаимодействуешь с природой. Вот сейчас березовый сок, да, то есть, ну шикарный вкус вообще, обалденный, и ты вот действительно как-то через него, тонкий причем очень такой вкус, ты воспринимаешь пока вот березу, да.
Потом пойдут почки вот эти березовые, тоже можно там чай заваривать. То есть, в принципе, для вкусовых ощущений много-то не надо. Там, то, что на огороде там вырастает. Даже дома на подоконнике там посадил что-то. Я вот иногда делаю, что покупаю семечек неочищенных. Вот, замочил, посадил, они растут, и вот эти побеги. Вот шикарная штука, то есть ты чувствуешь вкус. Захотел еще каких-то там, то есть проростки вот эти все. То есть тебе этого вполне достаточно. Не надо, больших количеств для еды не надо. То есть вот по ощущениям мы действительно процентов на 80 переедаем. То есть если из нашей общей вот этой еды убрать 80%, вполне хватит, а то и 90%. Для полностью полноценного вот такого какого-то образа жизни. Потому что даже без воды получается полноценный образ жизни. То есть, причем сначала, там, когда я начал свой отказ от воды, там были и ухудшения, какая-то и слабость, сильное сердцебиение. Потом это начало проходить. Ну, тело как-то адаптируется. Да, кровь густеет, и сердцу сложно прокачать эту кровь. Но сердце это мышца. То есть получается, что оно, качая вот эту густую кровь, она набирает большую мощь. И в то же время тело, впитывая влагу из воздуха через легкие, она разжижает эту кровь. То есть, когда мы пьем, телу нет необходимости через легкие, через кожу впитывать влагу, потому что поступает влага. Но когда мы ее лишаем, выживать-то как-то ему надо, да, то есть полностью без воды тело просто засохнет. Поэтому даже если ты не пьешь, все равно получается ты пьешь, но через дыхание, через кожу. Просто тело усиливает вот эту восприимчивость через эти органы. Вот. И действительно, то есть прана существует, то есть это в общем-то, наша жизненная сила. Но мы лишаем свое тело возможности питаться вот этой праной как раз, когда мы поглощаем большое количество продуктов. Но если, как говорится, если тебе зарплату домой приносят, зачем на работу ходить? Так же и тело. Зачем ему питаться там праной или еще чем-то, когда есть возможность питаться тем, что там в магазинах или еще где-то. Вот. То есть, в принципе, я думаю, что такой вариант жизни возможен, но это как вот лишиться одного глаза или там лишиться слуха. Мне кажется, не знаю, к чему это. Да. То есть в малых количествах, да. То есть можно взаимодействовать с этим миром через вкусы, через ощущения. Вот даже если мы обоняния лишимся, да, то есть даже вот уже вкусовые ощущения меняются. Попробуйте поесть с заткнутым носом. Скажите, что это за еда. То есть мы больше улавливаем даже через нос вот эти вкусы, запахи. Даже вот, когда там землянички или чернички набрал, так ее еще помял, раздаю, такой запах вообще обалденный. То есть, вот. Поэтому я пока вот не готов от этого отказаться. Опять-таки, я же могу говорить только то, что вот я прошел. Какие-то более длительные сроки, за них я пока не могу ничего сказать. И так, в общем-то, то, что вот эти видео выкладываю, да, то есть, ну, много как бы и поддержки, и таких позитивных откликов, а многие просто говорят, там полное вранье, то есть это невозможно, то есть ты там впариваешь, ну что ты поделаешь. Это тоже нормально. Вот по поводу праноедения. Чтобы провести длительное сухое голодание, что необходимо делать в основе? Каждый день режим. Ну, первое, что в основе, во-первых, почистить организм, чем чище он будет, даже если находишься на сыроедении. То есть, если идет какой-то длительный отказ от еды, все равно желательно, чтобы в кишечнике не было никаких каловых масс. Потому что особенно, когда не будет воды, если они останутся, то есть они просто в отсутствии воды станут таким твердым колом, то, что называется. Таким колом токсинов, даже тех, которые, в общем-то, не так много на правильном питании. И потом тоже вот момент, что вот почему хорошо чиститься. Потому что когда вы начинаете выходить, вы начинаете размягчать вот эту кусок, который из вас не выходит и торчит у вас постоянно. Она начинает размягчаться, и
через кишечник начинаются все эти шлаки, токсины, которые в ней были, опять поступать. Вот почему, когда тоже вот очистительные клизмы делаете, лучше их на длительных отказах от еды или вообще, то есть лучше делать с солью, поскольку та вода, которая попадет к вам в кишечник и размягчит вот эти каловые массы, наполненные токсинами, потом эти токсины опять впитаются в кишечник. Ну, часть, не вся, конечно. Поэтому вот если вы с солью сделаете, так же как прокшаланом, просто эта часть у вас спокойно выведется. После... На сухом можно клизму соленую делать, да? Ну, на сухом, конечно, нежелательно. Все-таки это... Ну, вообще, на водном или после выхода из сухого вот, клизму лучше делать, особенно первую. То есть, ну, я по себе, вот если там чищу, да, я делаю 3 клизмы. То есть, одна с солью, одна сода и вторая или чистая вода, или травка. Но это когда я вхожу вот, в длительный отказ. Потому что я делаю 2 прокшаланы, и там несколько клизм. То есть, я стараюсь, чтобы кишечник был абсолютно чистым, чтобы ничего не было. Более того, что замечаю, что, в общем, даже после такой длительной чистки, то есть, все равно там еще что-то есть еще там в ворсинках все это еще подзастрявшие какие-то там кусочки чего-то вылезают. Вот. Каждый день режим, да, конечно, это хорошее состояние, особенно вот, я уже тут как раз на камеру рассказывал, что я уже вижу свой следующий, да, вот еще не закончив предыдущий опыт, я уже понимаю, какие ошибки, где что, и я понимаю, что я уже буду без камер проводить, вот в полном уединении, там может быть в темноте, то есть мне очень не хватало в этот раз вот состояние тишины, уединения, медитации, то есть приходилось в настройки там работать, там тоже я старался, конечно, все это делать осознанно, но тем не менее, все равно, когда внимание бывает на что-то очень сильно направлено, ты теряешь вот это состояние ясности, поскольку тебе надо что-то такое придумать, там, сделать как-то, особенно когда вот этот треугольный домик я первый раз делал, и все как-то вопросы решались по ходу. Вот. И вот очень хотелось там подъем хороший, Сурья Намаскар, посидеть в медитации, побыть в этом состоянии. И, конечно, желательно это делать на природе. Природа, свежий воздух. Так, а можно делать 2 шага прокшалана? Перед входом можно. Видишь, шан Я прокшалана... просто почувствовал, понял, что не дочистился. Конечно, то есть она... Вот. Но опять-таки, видишь, зависит от срока. Если там немного, то можно и так. Но если вот идешь действительно на длительное, то лучше, конечно, чем чище ты будешь, тем легче будет все это проходить. Вот, я не знаю, может, все мои опыты, начиная, когда я вот, даже начинал, но, правда, первые мои были так без чисток, я не знаю, почему они хорошо проходили, но начиная там уже 16 дней сухого, я очень хорошо чистился. И всегда у меня, я выходил всегда в хорошем самочувствии. Да, кстати, очень хороший выход еще на ягодах. Тоже, если кто-то когда-то будет практиковать, и у нас тоже так планируется, когда будет ягодная пора, тоже может быть такой семинарчик. Вот. Там можно, в принципе, и выходить на ягодах, и если кто-то чувствует, что ему сложно там не кушать, он просто может питаться этими ягодами. Тут черники, брусники навалом, то есть вот это можно все. Потому что они и чистят хорошо, и вкусовые рецепторы тоже также задействованы. То есть это такой очень легкий вариант. А? Шикарная штука, да. То есть, в принципе, вся аюрведа, она очень хорошая, она очень мягко восстанавливает и резервы тела, расстояния, все эти. То есть организм вспоминает свое эталонное состояние вот, при помощи вот этих всех вещей. Там очень много, большие составы, то есть это все, конечно, у них, они в этом отношении молодцы. Не знаю, как фирмы, которые раскручены, да, но, по крайней мере, вот в том же Ришикеше есть просто вот аптеки, где там дедушки буквально там собирают это все, вручную делают. Вот такие они-то. Причем там и с мантрами, намного лучше, чем, в общем-то, чем когда на потоке все это идет уже заводская. Ну, как handmade, да, и ширпотреб. Еще у кого какие-то вопросы?
что делать и как заполнить время, когда дома, на работе нахожусь в длительном голодании, когда вокруг нет условий подходящих. Перестраивать внимание. В принципе, ты становишься тем и находишься там, куда направлено внимание. Вот сегодня, когда мы с вами там, почву, дорогу там делали, да, можно это все делать и о чем-то думать. Я вот когда делал, я чувствовал мягкость земли, то есть, что у меня с организмом происходит, как лопата там входит, то есть как руки, мышцы. Не то, что я что-то делал, я видел вот это происходящее через это тело. А у нас все через него происходит, даже когда мы отдыхаем. Отдыхаем, у нас все равно есть дыхание. То есть можно понаблюдать дыхание. Можно понаблюдать мысли, да, то есть поиграться с ними. Не вовлекаться в них, а вот сейчас у меня какая-то такая мысль возникла, сейчас такая. Эмоциональный план. То есть ты больше взаимодействуешь сам с собой. То есть нет никаких внешних отвлечений, но ты всегда есть. И ты всегда как инструмент познания мира существуешь. И как раз ты его воспринимаешь и через тело, и через зрение. Даже тоже зрение – это удивительное явление, да, что я смотрю на этот мир, опять-таки можно переключиться и понимать, да, внешний мир, его внешний-то как бы не существует. Для меня он только у меня в голове. Мне кажется, что я смотрю вовне, а на самом деле все на заднем ментальном экране. То есть вот эти все состояния можно чувствовать. И вот меня многие спрашивают, там, тебе тут не скучно, еще что-то. Всегда, даже когда ты что-то делаешь, или вот та же медитация, сел, вот это состояние тишины, отсутствие всего, которое наблюдается, потрясающе вообще. То есть у него тоже свой такой вкус. Есть вкус чего-то, а есть вкус ничто. Вот. Он тоже очень, вот как есть вкус еды, а есть вкус отказа от еды. То есть это тоже очень вкусное состояние, когда ты ничем не питаешься, но переживаешь какие-то очень легкие, такие интересные состояния. Более того, все обостряется, все утоньшается, то есть ты как бы как во все стороны расширяешься. Поэтому, когда что-то делаешь или не делаешь, всегда есть объект. Есть я, как есть тот, кто наблюдает за этим объектом. Ты можешь из этого объекта переходить в субъект по ниточке вот этого внимания. Но это как раз уже медитация. Но, как правило, всегда что-то вот происходит, и время заполняется. Причем, видишь, как время заполнять, да, то есть вот это заполнение времени, это получается такое, как бы, мне надо время убить, чем-то заняться. Вот. Но время мы убить не можем, поскольку это время у нас убивает. Да. Когда мы думаем, что мы его убиваем, это немножко не туда. Вот. Зачем его убивать, да, то есть ты можешь ощущать его, причем поток времени можешь ощущать. Поток тишины, звук тишины, вкус безвкусия, да, движение времени. Но для этого ты должен быть очень тонко отстроен. Потому что все это воспринимать мешают только наши мысли. Это вот те занавески, которые отрезают нас от внутреннего понимания себя, от этого мироустройства. То есть у нас какие-то штампы, обусловленности, это так, это так, это так. Чтобы это убрать, надо немножко разобраться со своими мыслями. Даже если мысли есть, то есть можно с ними разбираться, просто сидеть. Смотреть, откуда они идут, и говоришь, боже мой, так это же вообще, это мне сказали, я-то здесь при чем? Почему мне кто-то что-то навязывает? У меня нет этого опыта. Мне пытаются объяснить вкус карамбольки, да, пока я ее не попробую, я этого не знаю. Поэтому желательно, конечно, все вот переживать. Если есть возможность, конечно. Ну, конечно, все мы пережить не сможем, да, но вот то, что тебя интересует, там, звук тишины, звук хлопка одной ладони, это все можно пережить. Вот. Но надо туда направить внимание. У нас часто внимание идет куда? В прошлое или в будущее. Все. Только перенаправил внимание в сейчас, нет прецедента, нет ни прошлого, ни мысли-то нет, потому что она откуда берется? Из прошлого, мечтает о чем? О будущем. Но сейчас ты просто вот это переживаешь, вот это я есть. И, наверное, может быть, это одно из самых вкусных переживаний. И мало того, что оно самое вкусное, оно вкусное, не имеющее вкуса, и оно неизменно.
То есть ты в нем как бы все время утверждаешься, вот из этой точки ясности, да, то есть ты можешь идти во все эти пространства. В себя, в других, в общение, во вкусы, в тело. То есть это то, из чего ты исходишь, твой источник. И он абсолютно не меняется. И что интересно, что он абсолютно одинаков у всех. И те, кто до него добираются, они переживают, в общем-то, одно и то же. Поэтому им уже как бы и общаться-то об этом не надо. Там понятно все вот на таком уровне. Но попасть туда это такая долгая трудная дорога, но тем не менее она тоже как процесс тоже интересна, познание себя. Иногда даже бывает как бы жалко, когда ты находишь вот этот источник, то есть исчезает вот этот путь. Но он тоже как некий инструмент, который надо потом отбросить. Но тем не менее, познав вот это, или вернее не это, а то, да, ты не теряешь и это. Поскольку у тебя есть тело, у тебя есть память об этом, да, то есть какой-то жизненный опыт. Ты не можешь это отбросить. Ты не можешь отбросить личность как некий набор информации. Для этого надо память потерять, тогда самый лучший метод это кирпичом по голове, я все забыл, я переживаю вот это, я есть. Да. Нет, ты взаимодействуешь и из того пространства в это, и в этом. То есть когда мне не надо с ним взаимодействовать, не очень замечательно там. Если я взаимодействую в этом мире, я оттуда переключаюсь через это тело, как через ретранслятор или через инструмент взаимодействия с этим миром. Иногда оно теряется, иногда возникает, но без него уже становится, как бы не хватает воздуха. То есть, познав его, и потом, даже если ты на какое-то время теряешь, потом ты чувствуешь, что что-то не так. Это как под воду нырнул, тебе надо, там тоже интересно под водой, да? Но тебе надо сделать глоток вот этого воздуха, глоток себя истинного. И вот это, ведь что интересно, что жизнь у нас проходит мгновение. То есть щелкай, вы сидите здесь. Когда-то щелкай, вы были детьми. Когда-то щелкай, вы уже будете в процессе перехода. Можно сказать, времени-то даже, в общем-то, и не существует, вот чем его занять. Но вот если ты вот находишь себе вот это, то, что неизменно, ты понимаешь, насколько оно не подвержено вот этому всему. И теряется и страх смерти, что ты исчезнешь. Потому что у всех у вас подсознательно есть ощущение, что вы не умрете, что вы не исчезнете. Вы знаете, да, вам все на кладбище идут, все вам об этом говорят, куча знакомых поумирала, но что-то внутри вас говорит, что вот со мной этого не случится, вы уже просто переживали этот опыт. И он у вас такой на подсознании немножко сидит. И когда вы вот этот опыт ощущаете таким вставанием волос дыбом на загривке, все полное расслабление. Здесь все так, как оно есть. Падает снег, каждая снежинка на своем месте. Все великолепно. У вас исчезают претензии к жизни, еще к чему-то, к людям, к ситуациям, к самому себе. И вот тогда вы действительно распускаетесь вот этим состоянием жизни. Вы становитесь потоком этой жизни. Не думая о том, что когда-то придется умирать. А? Не думая о том, что когда-то придется умирать. Зачем об этом думать? Нет, это страусиная политика. Более того, я хочу сказать, что вот то, о чем ты говоришь, это может быть один из наиболее интересных опытов нашей жизни. Вот я уже рассказывал, что когда меня гадюка в ногу укусила, да, я как раз випассану проводил. То есть я не знал, чем это все закончится. Но у меня было такое, что я могу и помереть, в общем-то. Но поскольку меня это не беспокоило, я просто понимал, что я бы на этой випассане людям бы рассказывал вот этот опыт. Я не помню, кто-то из ученых такой же опыт рассказывал этого перехода. То есть пока там шевелился бы рот или еще что-то. И внутри-то не было ни страха, ничего, да, и сожаления, да, что, ну какая разница, или сейчас, поделившись каким-то опытом, дав, может быть, миру намного больше, чем будет вообще возможность дать. Вот. Или потом где-то в каком-то уединенном месте. Понимание, что тут умирает, а что остается. И тогда вот
когда исчезает страх смерти, вот, необычайная легкость, свобода, то есть это состояние, оно просто... Потому что все наши страхи, все наши сомнения, все наши какие-то претензии, они вот идут из как раз страхов смерти. То есть это как корень дерева. И потом идет ствол, и страх одиночества, предательства, того, всего, 5-го, 10-го, потери. Мы сначала что-то желаем иметь, а потом боимся это потерять. Мы хотим иметь там близкого человека, а потом боимся его потерять. И вроде человек нам близок, но мы уже напряжены все время. Потому что у нас подсознательно, вот как мы боимся умереть, тоже подсознательное напряжение. Также мы боимся, что кто-то, имея там мужа или жену, там, боится, что он может уйти и исчезнуть. Или друга, или еще кого-то. Себя, в конце концов. И получается, что в жизни у нас постоянно происходят страхи. Страх, который вызывает страдания, и то, что Будда говорил, что жизнь есть страдания, да, один из его первых фраз. Все люди страдают. Но есть варианты, что этот страх можно убрать. И один из вариантов как раз принятия. Когда ты принимаешь фактичность этого мира, то, что здесь происходит, ты расслабляешься. Тебе не надо уже держать свои вот эти постулаты. Да? То есть у мира на тебя свои планы. Как бы ты тут ни крутил, ни вертел. То, что оно должно произойти, оно случится обязательно. И то, что вы оказались в какой-то точке, отмотав пленочку назад, вы увидите, что какие-то факторы, какие-то люди, какие-то ситуации вас сюда просто ввели. И со мной то же самое. Я когда вот отматываю, я вижу, что любая встреча, любое там событие, любая книжка, любой какой-то вот клик в интернете, да, то есть почему-то приводит тебя вот в какое-то состояние. И это уже вот, когда ты чувствуешь зов поиска, открывается путь. Но путь возникает только, когда ты двигаешься. Если об этом думать, или мечтать, или еще что-то, ничего не произойдет. То есть обязательно нужно движение, трансформация. И с каждым шагом происходит метаморфоза, которая раскрывает тебя все больше и больше. Но шаг это условно, потому что больше всего ты это состояние находишь как раз в покое, в сидении, в медитации.